эфире. Так, ладненько. Сейчас посмотрим, как идет тут все, чтобы я мог это смотреть, наблюдать за этим делом, что мне пишут. И так, это немножко не то. Творческая студия идет. Народ, сейчас одну секундочку, я настроюсь, как бы, чтобы я мог видеть свой трансляция, для того, чтобы видеть, что мне пишут. Так, где он? Где он? Так, что писал? Вот здесь. Yes. Так, все комментарии, чат. Весь чат. Отлично, здесь ставим на паузу и копируем. Приветик всем, сейчас будем кофе пить, сейчас только в телеграм-канал задвинем, что мы в эфире, чтобы народ знал, чтобы подтягивался, и будем общаться. Тык, есть, вставить. Пошло. О, плюсики, молодцы, ребятки. Хорошо, сейчас кофе. Кстати, вы что пьете? Кофе? Пиво, чай, мате. Мате, знаете, в Аргентине мате пьют. А сегодня буду с горячим кофе. Так, этот мы прикинем. Теперь еще пару ссылочек кину. И все сразу становится на свои места. Вот сюда кидаем ссылочку. Ставить мы в эфире. Подсоединяйтесь к нам. 14 человек. Круто. А что только 4 лайка? Мало лайков. Народ, мало лайков. Надо больше. Я как раз публикую в Facebook и ВКонтакте бросим. Вот. Мы какао любим. Ну вот, видите. Сусанин. Ник какао. Какой как? А, сейчас же, наверное, там может зима какая-то какая. Какао. Не, у нас, смотрите, кофе. Хотя в основном аргентинцы пьют мате. Вот. Потому что мате это такая травка заваренная в такой колобасе, как мы ее называем. Туда горячий кипяток наливают, трубочку вставляют, и все везде, в автобусах, в машинах, по улице, в парках идут. Вот, так что... А вот Никита, вот молодец там. Или кто тут у нас пил? Ник. Ну, Ник. Он какао любит. Дмитрий, привет. А вы что там поставили? Водичку, какао, Дмитрий? Перед собой или кофеек, как у меня? Таким образом, для нашего общения. Так, еще надо кидануть куда-нибудь еще. Пускай собирается народ. А мы обсудим чего-нибудь тут. Вот сюда. Сейчас. Вот, кстати, тут на мессенджере мне что-то пишут. А что они тут пишут? Что у вас нового? Вставляем сюда эфир и публикуем. И у нас нового сейчас в эфире. Вот так. Пускай заходят, смотрят. 29 человек. Класс. Так, закрываемся. Поехали. Народ, поехали. Так. Хорошего стрима, кофе стал не дешевле. Не, представляете, не дешевле. И вообще, вот я прямо так назвал, что в феврале инфляция выросла на 13,2%. Обещают процентов на сколько тут обещают нам за год? Ну так, предварительным данным, где-то 276% и 0,2%. Так что быстренько, простыми словами, в связи с тем, что инфляция вот растет, как бы доллар не растет, но я объяснял уже, да? А, кто не знает, это же Аргентина. А то вдруг начнут там думать, что у них там побегут сейчас инфляцию себя искать, еще что-нибудь. Значит, доллар не растет по одной простой причине, как у нас говорят, ну hay un mango por la calle, то есть нету денег на улице, потому что печатать перестали плохие дядьки, не печатают нам больше денег, мешками не раздают, соответственно, есть только те, что есть, и у людей теперь, цены поросли, и у людей теперь не хватает
Не то, чтобы там доллары покупать, у них не хватает до конца месяца дожить. Соответственно, как бы доллары не покупают, а если доллары не покупают, то даже некоторые продают, чтобы что-то купить или дожить, то цена доллара падает. Как такового. То есть, с одной стороны, это можно сказать заслуга, с другой стороны, можно сказать обнищание. Это кто как посчитает правильным. Но все равно цены у нас не останавливаются, мы своим принципам не изменяем аргентинским, то есть там доллар падает, не падает, цены у нас растут. Вот сегодня получил буквально, сейчас скажу даже, бо я тут открыл WhatsApp, мне по WhatsApp прислали. Вот, все знают, у меня тут есть еще магазин, интернет-магазин по продаже удочек, катушек, рыболовных товаров. Кстати, у вас уже скоро весна, надо покупать это самое. У нас осень на носу. Надо покупать у меня товары рыболовные. Называется leonpesca.com. И вот поставщики все время присылают это самые цену, прайс-листы. Вот сегодня прислали. Значит так. Cajas y conservadoras. Это значит ящики рыболовные и холодильнички такие пластиковые. Консервадорас называется, плюс 43%. То есть сегодняшнего дня на 43% подорожали. Это у поставщиков моих. Соответственно, в магазине они тоже подорожают. Так что хватаем ящики, пока еще есть по старой цене. Я еще, пока веду стрим, не успел поднять. Ящики, кстати, очень классные, рыболовные. Могу даже принести свой лично, показать. Вообще вот такие вот ящики. Ну ладно, потом. Не к нему, не про ящики дело. Так, что еще? Маури Божас. Божас это поплавки. Поплавки подорожали на 25%. А сейчас идет на носу сезон пехерея, корюшки. И там на поплавочную снасть ловят. Так что смотрите. Но это я сказал по тем, что мне только что пришло подорожание по моей теме. Но в принципе также все подорожания происходят каждый день в продуктах питания. Наподобие там последний раз мы кофе покупали, было полкило кофе, 6000 пачка. Вот, которым я наслаждаюсь, кофеек. С автомата завариваю такой молотый кофе. Заварил пару чашек для стрима. А вот последний раз был, кофе не покупал, потому что купил тогда 4 пачки. То уже был 6600. То есть вот как бы так раз, и ты приходишь через 2 дня, и уже там 6600, 7000. То есть не останавливаются цены. Соответственно, нам правительство тут придумало новый финт ушами. Сейчас расскажу простыми словами, чтобы не так долго не затягивать. Вот я тут уже так подготовил такой тезис. Правительство объявило, что теперь разрешено ввозить из других стран определенные продукты, которые используются в повседневной жизни. Ну, то есть в основном это продукты питания, скажем так. Или продукты первой необходимости. Может быть даже туалетная бумажка, не обязательно питаться, надо для чего-то другого ее применять. Ну, в общем, для первой необходимости. Так вот, их разрешили ввозить. То есть, открыли импорт. Вот. Чтобы цены на них стали ниже. Это решение приняли после встречи министра экономики с представителями супермаркетов. Заметьте, супермаркетов. Тут главное, что это все разрешается большим супермаркетам, большим предприятиям, большим фирмам. То есть не путайте грешное с праведным. Это не значит, что тебе разрешено, что ты сейчас поедешь, наберешь там, не знаю, полмашины, багажник накидаешь какое-то масло подсолнечного в Уругвае, припрешь и начнешь тут продавать. Нет, нифига. Это все сделано для больших фирм. Так вот, они, чтобы типа не поднимали так сильно цены, разрешили им завозить импортные товары. Потому что в феврале инфляция выросла на 13,2%, а за год планируется на 276,2%. Представитель правительства сказал, что подорожание продуктов оказалось выше, чем они ожидали. То есть они ожидали, что все подешевеет, а оно подорожало. Знаете, почему подорожало? Потому что нету никакой нафиг конкуренции. Импорт как был закрыт, так он и остался закрыт. Все это байки, сказки и, как говорят, эти обещаловки. Соответственно, конкуренции нет, и тех, кто что-то хоть производит, хоть какую-то фиговину, он, конечно, в единственном числе. И нафига ему это сбавлять продукцию? Конечно, он ее дорожает, независимо, какой там доллар, какой там не доллар, кто там правит, это все по барабану. Пока не будет такого, что каждый сможет сам поехать и что-то привезти и купить, и тогда вот будут и супермаркеты скидывать, и все. Потому что если нет, каждый магазинчик поехал сам себе где-то машиной, сгонял с прицепом в соседнюю
страну накупил и поставил. Нет, это не разрешено. Соответственно, это как бы, знаете как, красивые слова, но на самом деле нифига не меняющие. Вот. Чтобы снизить цены, правительство позволило ввозить определенные продукты из-за границы с уменьшенными налогами. Также супермаркетам рекомендуется не завышать цены, чтобы бороться с инфляцией. Новые правила также касаются медикаментов. Вот. С одной стороны, вроде крутая новость, разрешили импорт. Но если начинать в этой, новости ковыряться и разбираться, то, в принципе, ничего не изменилось. Вот просто тупо ничего не изменилось. Что было, то и будет. Вот так. Так что вот такие-то дела. Нашу инфляцию вы немножко знаете. Теперь просто пообщаемся о том, что вас интересует. У вас же тоже там куча всего происходит, наверное, правда? Вот так оно и есть. Так, про какао мы уже почитали. Кофе не стал дешевле, мы уже сказали. Кофе растворимый? Нет, Дмитрий, я этот самый. Я делаю себе, не люблю растворимый. Не знаю почему, но покупаю. Но, как правило, одну баночку в несколько месяцев на случай, если мы куда-то едем. Или я куда-то еду сам, или мы со Светой куда-то едем в какой-то кемпинг, то все, и вдруг там, не найдешь, и как бы надо быстренько что-то подрастворить, тогда да. Но это как запасной вариант. Мы любим молотый, то есть я люблю. Вот, Света, кстати, тоже какао любит. Вот, мы любим молотый. Какое я пью какао. Да, вот Света свое уже какао принесла. Тогда принеси мне пачку кофе, покажу, Да, какую марку я не пью. знаю, где твоя. А, внизу там. Ну, если принесешь, смотрите, амарго, бачите? Puro en polvo, то есть чистое. А амарго, типа, как же его переводить? Ну, не сладкое, да, амарго? Горький. Горький, Ну, просто горький кофе, 100% обычный какао, без 100%. сахара. А я люблю вот такой кофе. Не знаю почему, другие марки не люблю. Сколько пробовал, другие марки не люблю. Я беру вот такой вот кофе, мне это нравится. Вот, это молотый, и у нас есть машинка такая, как бы, куда ты засыпаешь этот молотый, воду заливаешь, она там прокапывает, горячая вода, и тогда он не совсем уж кипят, такие не совсем, это как раз нормально. Вот, 3 дня не вел никаких стримов, ничего не снимал, потому что зуб у меня болел, я себе там имплант ставлю, мне сверлили, меня просверлили насквозь 3 дня назад, и я 3 дня назад страдал. Сегодня я себя чувствую крутенько, так что, все. Можно дальше сидеть, стримить. Так что про кофе мы вам рассказали. Дай мне ручку. Да. Да. Так. Чашечка крепкого кофе. А еще беру периодически вот кофе, когда еду в поездки, знаете, какой беру? Беру в пакетиках. Тот же самый, такая же марка, вот эта Виргиния, но она идет в пакетиках. И есть по 7 грамм, есть по 5 грамм. Лучше, конечно, те, что по 7 грамм. Зачем? Мне нравится, когда едешь куда-то далеко. Ну, многие мои подписчики знают, что бывает такое, что езжу довольно далеко, несколько тысяч километров, или 1000 километров, или там на океан с океана, это та же 1000 километров. И вот останавливаешься на заправке, на сервисе, где заправляешь машину. В некоторых вода горячая продается в таких этих штуках, которые стоят, нагревают воду. Почему? Потому что у нас все аргентинцы ездят с термосами и заливают горячий кипяток, чтобы заваривать маты. Они пьют маты. А я туда кидаю, сразу обрываю вот этот ниточки и кидаю 2-3 пакета в свой термос, это вот кофе, прямо в этих штучках, в пакетиках. И заливаю тоже этим кипятком с автомата. И, соответственно, он там заваривается, и у тебя готовый кофе. Приехал на следующую заправку, или через одну, или когда там закончился, все это сполоснул, пошел этот термос, снова свежих пакетиков, снова горячей воды туда налил, и все. На многих заправках за это берут деньги, на многих ИПФ в некоторых провинциях это бесплатный сервис, то есть подходишь просто к этому автомату и заливаешь горячую воду. Это чтобы знали, когда катаетесь по Аргентине, что можно еще с собой возить термос именно для такого варианта, как заливать туда воду и делать кофе прямо в дороге. Сегодня привезли хоть что-то бесплатное. Сидим час назад, в двери звонят. Говорят, воду бесплатно раздаем с этими, бачки такие 12-литровые бутли. Машина привезла и звонит всем и говорит, кто хочет бесплатно на пробу, на то, чтобы попробовать, берите воду, бачок. И вот этот
как он там называется, не знаю правильно, ну, в общем, такая пластиковая подставка, куда этот бачок переворачивается, втыкается, и там краник, стаканчик подставляешь, бам-бам, слетает вода. Посчитали дешевле, чем брать в супермаркете. Пока что нам оставили вот эту подставку и оставили 12 литров вот этот бачок воды. У тебя бумажка где твоя? Вот эта фирма, ну, мы еще особо ее рекламировать не будем, потому что она нам еще пока что, так сказать, только оставила первый раз. Но сам факт то, что кто тут живет, если хочет, смотрите, они это оставляют бесплатно. А вот такой стойку оставляют бесплатно, если вы обязуетесь покупать хотя бы раз в неделю вот такой бачок. Тогда оставляют вам бесплатно вот эту стойку на горячую и холодную воду. А пока оставляют только такую маленькую. И еще мне оставили вот такой газировки. И написали цены, которые потом, если вдруг захочешь, говорит, то позвонишь, мы подвезем на дом и бачок поставим под двери с водой. То есть попробуем. Сегодня установил себе такой бутыль воды на такой подставке и газировку положили в холодильник. Видите, хоть что-то бесплатно раздают. Кстати, когда Газированную воду. Да, газированную воду. Кстати, когда мы приехали, очень много раздавалось всего такого в супермаркетах. Тогда была вообще другая экономика, тогда все пытались, как сказать, продвигать свой товар. Было очень много девушек-промоторов, или как их там называется, по-моему, так они и называются, которых нанимали специально для рекламы товаров в супермаркетах. Ты заходишь в какой-то супермаркет, там девушки тебе что-нибудь обязательно предлагают, что-то покушать, попробовать, там взять. Такое вот, да? Когда очень жарко, фирмы по производству воды раздавали воду бесплатно на улицах, когда совсем жара. Вот. У нас сейчас 3 дня назад начались крутые дожди в Аргентине, в некоторых пригородах и в некоторых провинциях. Там уже плавают, даже смешные ролики снимают, что говорит, это у нас уже Венеция пришла к нам. Машины плавают по крышу утопленные. В нашем районе тоже дождь шел. Ну, не так прямо сильно, чтобы плавали, но был какой-то один день хорошо, так, с молниями, с громом, ночь одну. Потом переставал, сегодня так чуток с утра был, сейчас нет, но может к ночи будет. Обещают такую погоду где-то до пятницы гнать. Так что, в принципе, на улице дождливо, и нам можно сидеть стримить. Так. Как там биткоин по 72? Еще одноклассники не звонят? Не, одноклассники не звонят, но да, биткоин по 72. Был вот падал чуток, но тут главное как? Тут главное не прозевать, когда он станет наверх и потом начнет снова падать. Потому что вот этот момент, если прозеваешь, будешь следующего верха ждать 4 года. Ну, 3-4 года. Это, как правило, в такое время происходит. Надежды пока что есть такие, что до конца этого месяца как бы падать не должен. Ну, я имею в виду реально перевернуться и пойти вниз и вниз и вниз. По идее, должен, может, даже и в этом году не будет прямо падать. Ждем, ждем. Кстати, сейчас посмотрю, сколько стоит биткоин сейчас, в данный момент, пока мы болтаем. Мои зрители знают, что я графики могу посмотреть в любой момент. Сейчас подключусь к бирже и скажу вам, что почем нынче. Так. Нынче биткоин не 72, а 73, 117, 109, 108, 104, 102, 110. О, то есть 73 тысячи 100, грубо выражаясь, 110 долларов. Так как оно скачет каждую секунду, я вам не могу каждую секунду говорить, сколько сейчас биткоин. Но сегодня он снова побил свой же рекорд вчерашний. Пока что это происходит вот таким образом. Смотрите, кто не верит, что это мы смотрим прямо графики, вот видите. Это вот график биткоина на данный момент, пока мы с вами стримим. Так что у кого там есть биткоин, он нынче стоит 73 тысячи долларов. Этериум, что у нас по этериуму? А этериум пока что падает, вот уже раз, два, три, четыре, пятый день потихоньку, 36 500. Но это не беда. Мне больше нравится наблюдать за собачьей монеткой, как я ее называю, это Dogecoin. Собачья монетка народная. Вот она прикольная такая, она там 16 копеек, но падала. На ней могут некоторые, было 7 копеек, сейчас 16 копеек. На ней могут некоторые умники на этом Dogecoin заработать больше, чем на биткоине. Она была по 5 копеек, а уже подрастала даже до 20. То есть 4 раза некоторые раз. Кстати,
побила свой же рекорд. Точно в 22 году у нее было 17 копеек. И 2 дня назад было уже 20. О! Даже маленькая собачья монетка и та бьет свои рекорды нынче. Вот какая стабильность пошла. Вот как все прет по плану, блин. Это вам не просто так. Так что вот, как там биткоин. Рассказал вам про биткоин. Так, добрый день. Вы были в Аргентине в месте, где самый теплый океан. Там есть возможность проживания без машины. Есть ли отели или что-то, или как вообще это место называется. Есть несколько таких мест. Где очень теплый океан. Начнем с таких, как отсюда за 600 километров, называется Кларомеко. Кларомеко это городок на побережье, недалеко от Баии-Бланки, гораздо дальше, чем Мар-дель-Плата. Туда заходит бразильское течение, потому там бывают медузы, и там океан теплее, чем в этом самом, чем Мар-дель-Плате, к примеру. Хотя это как бы является... Хотя это просто тут не высветилось как раз этот самый... WhatsApp высветился, я прочитал, что... Это поселок, в нем живут несколько тысяч народу, в принципе, такой небольшой городок в обычные дни, а уже когда курорт, тогда да, тогда там уже туристов куча и все такое. 15:30. Сейчас напишу, окей. Подождите, я на WhatsApp по компьютеру отвечу одному человеку, который тут за своим компьютером прибежит. Окей, напишем и... Все, забирать свой компьютер. Я тут WhatsApp открыл себе, так как телефон впереди, открыл себе рядышком. Так вот, что хотел рассказать. Там хороший теплый океан. Без машины, да, автобусом можно добраться, туда ходят автобусы рейсовые, можно приехать туда на вокзал, можно снять там отель, можно снять там домик, кабанью. Ну, если без машины, значит, вряд ли кемпинг. То есть там попляжевать можно. Потом из тех мест, которые я обсчитал теплым океаном, это есть Сан-Антонио. Это недалеко от Лас-Грутас. Такие же поселки, все там очень теплые. Почему? Потому что там очень большой отлив и прилив, там практически не бывает волн, потому что это такая географика в этом месте. И Пуэрто-Мадрин. Пуэрто-Мадрин то же самое, это очень теплый океан. Это все города, куда ходят автобусы. Это вот самые такие теплые места. Почему Пуэрто-Мадрин так далеко, но тепло? Потому что там не глубоко. Ну, не сейчас тепло. Сейчас там, наверное, скоро уже будут эти плавать, как их там, киты. Зимой там плавают. А вот летом воды немного, она отходит далеко, так что океан не глубокий получается и прогревается очень хорошо, волн нету, это такие пляжи очень шикарные. Но добираться туда долго, грубо выражаясь, под 2000 километров. Если у Кларомеко и еще есть какое-то зелень и все такое, то уже начиная от этого Лас-Грутас, Пуэрто-Мадрин, там дерево найти, это все равно, что в этом самом в Казахстане дерево шукать. Ну, то есть даже не в Казахстане, а в этом, где там около Ташкента, вот там вот. Если деревья там в Узбекистане рядышком там переезжать, если в Казахстан там тоже деревья сажают сами себе, чтобы палку какую-то на огороду высадить, там нифига нет. Вот это то же самое. Дуют ветра, сквозняки, зелени мало, укрыться негде. Но жара и теплый океан. Так что вот вам про океанчики. Так. Так что ближе всего это вот Кларомеко. Кларомеко, садитесь на автобус, который туда идет. 600 километров, не так далеко. Выходит, перед этим можете заказать какой-нибудь домик себе там уже. Так, видел недавно штраф за парковку 150 тысяч песо. То что-то мало, вы видели штраф за парковку 150 тысяч песо. Я боюсь даже представить, сколько придет сейчас патенты в Капиталь Федерале, потому что в провинции пришли такие патенты, что там люди за голову берутся. Один дед пошел... Скажи, какой патент? Да, патенты, что такое? Это оплата за... Ну, у нас такая оплата дурацкая есть. Можно как хочешь называть. Патенты — это номер на машине.
Вот раз в 2 месяца надо платить типа за номер на машине. Ну, можно сказать, что это еще дорожный какой-нибудь налог, еще там что-нибудь придумать. Ну, он так называется. То есть 6 оплат в году. Каждые 2 месяца надо платить. В каждой провинции оно свое, сколько надо платить. Грубо говоря, я уже не помню, честно говоря, сколько я платил, но пока что не было сумасшедшей цены в прошлом году. Извините, пойду еще кофейку себе добавлю и расскажу. Водички, может, О-о. Кофе дарю. Народ, вы еще здесь? А то помню, как видел когда-то несколько лет назад один стример забыл выключить камеру, да ушел где-то гулять, под утро приходит, а они все сидят, ждут его. Думают, что он куда-то на минутку отлучился. Ребятки, лайки надо поставить, обязательно надо поставить лайки, обязательно загляните на донаты, там, блин, есть все, куда чего посылать. Вот, хоть пайпаем, хоть донаталеем, там еще чем-нибудь. Так вот, за это патенты же рассказываю. Значит, так в провинции подняли, я еще не знаю, сколько будет в капитале, мне еще не пришло, мне на банк приходит, я потом посмотрю, скажу. Вот. А в провинции, сейчас вот мне друг присылал с провинции недавно, возмущался, и где-то он у меня тут, я не будем говорить кто, но вот он мне прислал, я его картинку сейчас буду смотреть, вот Арба. В общем, по 87 тысяч 32 копейки. Офигеть, раз в 2 месяца. Это он должен в общей сложности заплатить 435 тысяч. Почти 500 000 за год он должен заплатить за то, что у него номер есть на машине. Ну, грубо выражаясь так. Вот такой вот налог. Это офигенный налог. То прикидываете сколько, это же не считая всяких страховок каждый месяц, которые надо платить. Так что сюда больше не едьте, все, нам тут уже всех хватает, кто тут согласен так платить, все уже убегают отсюда. Один дед привез в салон машину, говорит, всю жизнь ею пользовался, а теперь он такой честный, все, говорит, продайте мне эту машину, бо в моей пенсии мне не хватает платить за нее патенты. Так что, а так как я честный, не хочу быть в долгах, привез, чтобы ему продали его машину, блин, прикидывайте. Довели человека до ручки, что чувак решил продать свою машину, потому что не за что платить патенты. Ой, горячий кофе, ее хорошо выключил. Так. Так что 150 тысяч за парковку, это еще по нынешним... Сейчас вообще, честно говоря, вообще никто не знает, сколько стоит. Вы не поверите, но это правда. Сейчас тупо никто не знает, сколько чего стоит. Вот берут, сколько дадут. Вот ты называешь цену, если тебе столько дали, ну и хорошо, ну не дали, ну ладно, я обойдусь или без этого, или меньше скажу. Ну, то есть надо торговаться, как на базаре. Сейчас вряд ли кто может сложить какое-то, существует реальное ценообразование. То есть, в принципе, цена так, если столько тебе за эту работу дают, ну, то есть ты попросила, и столько тебе платят, ну, значит, она столько и стоит. Все, в следующий день можешь больше попробовать взять. Ну, такие вот делишки. Так. Так что закупаемся биткоином быстренько, пока они еще не начали падать. Хотя не рекомендую, потому что вообще, как говорят, куда укладываться, это никому нельзя никого рекомендовать нигде. Если закупаемся биткоинами, я пока они начали падать. Да, то потом начнут падать, уже будет поздно закупаться. Надо закупаться, когда они упали, а не когда не Нет, падали. я же говорю, потом рекомендовать не буду. Да. Каждый должен сам думать, куда Извините, где ему потерять свои бабки. Я ж тут не выдержала, не промолчала. Да. Или вам сейчас на голову. Глянь. Ага. Вы из какой страны? Из Аргентины, народ, это Аргентина. Давайте, ставьте флажочки там аргентинские, быстренько так, это, сердечки нажимайте, Лучше ставьте. спроси, пускай люди напишут, из какой страны они тебя смотрят. Да, все равно же не Пускай напишут. напишут в комментариях, из какой страны они Точно. тебя смотрят. Вот Света попросила, чтобы написали, с какой стороны меня смотрят. Таким образом мы посчитаем, как бы, ну, как бы на кого, какую аудиторию у нас, кто нами интересуется, скажем так. Так.
Так никто ничего не производит, на 90% из Китая все. Да, это так и есть. Единственное, что еще в этом всем плохо, что на 90% все из Китая, это то, что там, честно говоря, качество такое говно. Ой, такое г. Потому что возьмешь молоток или отвертку какую-нибудь этого производства, шуруп пытаешься завернуть, и она хопа, и скрутилась нафиг эта отвертка, а шуруп остался на месте. Это правда. Так что... А наши, кстати, после того, как заявил наш министр, что будет открывать импортационные, если вот эти, что я рассказывал в начале, вот, импорт товаров, начали возмущаться, что типа вы подрываете наших производителей. Хотя, блин, посмотришь, думаешь, кто тут чего производит, кого тут, блин, нафиг подрывают. И как будто у нас и правду кто-то что-то производит и его подрывает. Тут если лопату производит, слава тебе Господи, все остальное все равно все привозное. Только так он привозит и что-то подмешивает или свои этикетки на него вешает и считает, что это он производитель. Это как в Аргентине всегда компьютеры производили, особенно еще при кишнеризме. Вечно накупят китайского говна, потом напакуют его, это самое, и туда налепят наших, сделано в Аргентине, и все, считается наше производство. То есть упаковать и прикрепить бумажку. Ну что, люди написали? Ходит, не, еще я не дочитал до туда. Я никуда не спешу, что ты торопишь? Я не тороплю, просто Тогда интересно. все, вяжи. Нечего тут торопить человека. Я еще читаю себе потихоньку, я никуда не спешу. Народ только собирается, еще только 99 человек. Надо, чтобы ну хотя бы там 500 стало, 600, 1000. Тогда можно уже торопиться там. Лайки надо, чтобы... Да, лайки, чтобы прошли хотя бы за 100 с лишним лайков. Куда мы торопимся? На выборы, что ли, уже все бегут? Нет, сидите дома, смотрите дядю Леню. Так что давайте, народ. Вон, соседям лучше позвоните, пускай подключатся. Нам надо перевалить за хотя бы 500-600 зрителей. Давайте. Мне когда тут было, хорошо так понабежали эти, которые вот флажки всякие ставят. Они понабежали сразу раз, там закончил стрим, 10 тысяч просмотров. Вот это чувствуется. Народ дружно бегал по интернету, ставил флажки. Сегодня что-то даже флажков нету. Так. Входит ли кофе в этот список? Какой список кофе? Список, наверное, продуктов первой необходимости. А вот это я не знаю, честно говоря. пока еще Я не думаю, сказала. что скорее маты будет входить в этот список, чем кофе. В Аргентине кофе не самый популярный Может, конечно, напиток. Аргентина Популярный, мало но квартиру. маты она и сама производит, я не думаю. У нас этого маты вообще полно. Посмотрим, потом расскажем. Угу. Масленицу отметьте вкусными блинами со сметаной и с медом. Обязательно. Светочка, сделаешь блинчики со сметаной и с медом? Я? Угу. У меня нету меда. Сметаны у меня нету. Меда нет, сметаны нет, блин, блинчиков нет. Встретишь ты. Зато у тебя есть борщ. И творожная запеканка. Вот, чуете, что у нас есть на Масленицу? Творожная запеканка и борщ. Масленица воскресенье. Да, скоро. Это, кстати же, у нас тут Пасха, да? Нет, Пасха не сейчас. Пасха у нас в конце месяца. В Аргентине Пасха в конце месяца, кто не знал. А за недельку раньше, типа, вербная неделя будет. Так. Люди погрязнут в разъездах и застрянут в дорожных пробках. Где это, блин? Вот так. Мармеладка чуть не опоздала. Мармеладка, ты поставила нам этот конкретно? Ты поставила, ты сделала свой класс-стрим, ты поставила сердечко и лайк. Ты, блин, для стрима что-то сделала, поставила, Мармеладка, сердечко, лайк там. Так. Отлично, тут мне уже в любви начинает признаваться. Рад за вас. Так, хорошо. Дальше идем. Тики-тики-тики.
Вот, правильно, Ник пишет, что в этом году уже одна квота по патенту приходила. Не знаю, может и приходила, я заплатил, да не заметил. Ну, в принципе, по идее, да, должно быть январь-февраль, уже одна приходила. Я что-то еще не заметил. Или у нас сильно не подорожало. Кстати, я рассказывал, заплатил, не может не заплатил, я такого не пропустил. Я, кстати, рассказывал, как кто получает не очень сильно, то может там записаться на субсидии на всякие на государственном сайте. Это я несколько стримов назад рассказывал. И чтобы вам немножко снизили, ну не то чтобы снизили, а чтобы на полную катушку не добавляли повышение в цене на газ, на свет, на вот это вот хозяйство. А добавили, но добавили только на половинку, скажем так. То нам вот пришло вчера или позавчера тут счета за газ, за свет, то я даже удивился, что еще и не дико большие. То ли это уже действует эта программа, то ли еще не пересчитали. Наверное, еще нет. Наверное, еще просто не посчитали нам уже по новым ценам. Но еще я даже так удивился, думаю, там 5000 или там сколько-то пришло, думаю, ну ты что, за свет, за 5000, это как бы по нынешним ценам чашка кофе, ой, не чашка кофе, это пакет Это кофе пока стоит не 6. 1000. Ну да, наверное, еще просто не дошло до них. Ну, в смысле, еще не насчитали. Я думаю, следующий, как придет, так там вздрогнем. Так. Ваш канал об Аргентине самый лучший, пишет Мермеладка. Вот, что значит обратиться напрямую к Мермеладке, видите? Мермеладка написала, что мы самые лучшие. Это спасибо огромное. Спасибо. Вот так оно и есть на самом деле. Потому что мы здесь самые старые. Да, лучше велосипеда ничего нет. Бензин, налог не надо, пьяному можно ездить. Не только это вообще опасный вид, как говорят, жителей, которые ездят на велосипедах. Они еще здоровые, не обращаются к врачу, не бегают, потому что у них здоровье хоть отбавляй, они все время на велосипедах катаются. Они еще в спортзал не ходят, не платят за спортзал, как мы, которым надо, постоянно где-то качаться. Понимаете, так что, а им он взял велика на плечи, то туда, то сюда, он так накачается, что нафига ему тот спортзал. Так что да, это вообще опасный народ, вот эти велосипедисты. Ни за что не платят, ни налоги никакие, ни за машину, ни за стоянку, ни за... Да вообще кошмар, Так что да, так оно и есть. Вот это велосипеды, это самое то, что нужно. Сейчас куча, ездят еще на всяких самокатах, на вот этих, я даже не знаю, как это называется, одно колесо такое, на этом одном колесе, там смотрю, сейчас прямо, ну вот, развито это все хозяйство. Ну правильно, потом его в рюкзак кинул, пошел. Это колесо. Так, Леонид, здравствуйте. Давайте последних новостей аргентинских. Как там новенький ваш Монти Пайтон? Ну так я же рассказывал в самом начале. Посмотрите, новости аргентинские. Открывает импорт. Ну, для самых необходимых товаров, которые, чтобы типа могли завозить, чтобы супермаркеты убавляли цену. Вот. Но некоторые начинают спорить, что типа вы подрываете нашего производителя. Вот. О, смотрите, откуда нас смотрят. Вот РФ смотрит, потом Россия смотрит, Аргентина смотрит и Индонезия нас смотрит. Беларусь. О, Арстудия, ну мы ее знаем с Беларуси. Это наш зритель еще. Фу-ху-ху, еще с тех времен. С каких? Да и с самых первых еще. Правильно. Я же скажу, это еще из тех времен. Это наши долгожители. Привет, Леня, только что увидел, что у тебя стрим, смотрю, даже тебя уже достало, держись, хуже уже не будет. Будет. Не будет. Будет. Нет, не будет. 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 Нет, Все будет. нет. Все еще будет. Мы раньше всегда думали, что не может быть там всякого ковида, который там вот закроет, что не будут самолеты летать между странами, корабли плавать не будут. Мы всегда думали, что не могут две страны, так сказать, соседние убивать друг друга, оно бывает, и мы думаем, что хуже не будет. Не переживайте, все еще будет, еще даже инопланетяне прилетят, мы еще им удивляться будем. Так что все еще, вот, чем мне нравится Милей, это тем, что он почти ни черта не сбрехал в том, что, ну вот, как бы, когда перед выборами говорил. Вот другие президенты, они вот брешут, они всегда говорят, будем счастливо жить, красиво жить, и брешут обязательно, а этот нет, он сказал, будет хреново, точно хреново. Хоть не сбрехал, хоть сказал, поднимутся цены, поднялись цены. Ну, может, конечно, еще это все потом попустит. Так Попустит. Что, вот. У меня тут оппозиция сидит рядом. Я не оппозиция, я просто, как она?
Я не Прокурор, депрессивный блин. человек. Прокурор мой домашний. Потому что я в теме всех новостей и событий. Сядешь, Все, что Леня вам рассказывает, сядешь, расскажешь. мне не надо. Тогда и не надо. Потому что все, что Леня вам рассказывает, это я ему все рассказываю. Вот, да, так что это, вот откуда ветер дует. Вот. Все Так будет что, хорошо, да. да, так, сказано, что все будет хорошо. Польша нас смотрит. О, Андрей, классно. Так. Miramos desde Argentina, Леонид. Gracias, Владимир. Привет, Крым на связи. Ох, и Крым подтянулся. Да, все, молодцы, молодцы. Моноцикл, правильно, правильно, Мармеладка, это моноцикл. Вот это вот колесо одно. Так. Вертикальное видео мой любимый в кавычках размер. Да мой тоже. Ну, во-первых, это Ютубу нравится. А если Ютубу нравится, то и нам нравится. Так что, и плюс, опять же, многие люди, правда, смотрят с телефонов. Вот. Так что им проходит. YouTube специально предлагает. И по Да. большему количеству людей показывает. Да, Оля, Сергей, они сами ведут, у них там подписчиков в 2 раза больше, так что они знают. Но они придерживаются старой закалки, а мы новой. Вот так. Если на стрим заходит, то Чем отличается оптимист? Оптимист от пессимист, грустно, хуже уже не будет, оптимист разно будет. Ну да, типа такого, или как это самое, я знаете. вообще-то ни капельки не оптимист. Просто Чем отличается, говорит этот пессимист коньячка попил, говорит, фу, тараканами воняет, оптимист таракана понюхал, ах, коньячком пахнет, блин. не, у нас наоборот в семье. Я наоборот больше стрессую, больше всяких. Но в данном случае у нас все будет хорошо. Напишите, Свету слышно, а то я микрофон хороший поставил, но так и не спросил, как слышимость, потому что бывает такое, что оно Не барахлит. надо мне слушать, я занят. Нет, ну уже люди как-то должны тебя слышать. О, она там спицами стучит рядышком. Так, кофе я уже напился сегодня. Такс. Так, в Воронеже сегодня ужас было, когда все это закончится, просто сил уже нету. Ну вот когда вот все вернутся за свои границы назад, так и закончится, тут же очень просто все. Раз там эти ушли к себе домой, и все закончилось. Никто же ни на кого дальше не лезет, так что и ужас там закончится. Привет с Урала, приветики. И Литва, Вильнюс, ух ты. Вот в Литве, кстати, вот где не был, так это в Вильнюсе. Вот, ну, не был в своей жизни там. Вот в Риге был несколько раз. Мне, кстати, мороженое их вообще офигенно нравилось. Там мороженое, знаете, какое делали? Был такой стаканчик, куда такое мороженое, ну, как бы, наподобие, как в Макдональдсе, типа, наподобие, когда не было никаких Макдональдсов в Риге, когда я был. Заливается мороженое, а потом опускается, переворачивается, и этим мороженым опускается в горячий шоколад. И потом назад переворачивается стаканчики, и так с мороженого такой шоколад слезает. Ух, такая красота была, офигеть, до сих пор помню, смотрите, какое в Риге мороженое продавали. Эта карусель в Аргентине будет еще пару лет, пока экономика не закрутится. Да ладно, переживем, блин. Мы сколько уже всего пережили, нам вот эту карусель, это только покататься. Опять же тут так, кто-то попадет в эту карусель и будет там калашматиться, а кто-то будет сверху кататься и наслаждаться каруселью. Так что мы, этот самый, особо никуда дрыгаться не будем, дергаться не будем, мы переживем. Как говорят, любые неприятности это оппортунидады. То есть это эти, каких, возможности. Значит, будем искать наши возможности в этой карусели. Все это ерунда. Так, что происходит с турецкими авиалиниями? Почему не выпускают? Так, турки, вы что не выпускаете, блин? Кого там не пускают? Турки, не знаю. О, слышно написали, хорошо слышно. Значит, тебя тоже слышно. Видишь, все написали, звук супер. О, как прилететь в Аргентину сейчас? Берете билеты на самолет и до Буэнос-Айреса. И там выходите, там берете такси или садитесь на автобус или на какую-нибудь эту самую, на частника и едете до Буэнос-Айреса ТСС. И все, вы уже в Аргентине. Очень просто сейчас с этим. Сейчас вылетают самолеты. Вот.
Мармеладка что-то тебе пишет. Света, правильно. Для перемен нужен ветер перемен. В Аргентине сейчас станет больше толковых людей со своими новыми бизнес-идеями. Ветер начинается с ветерка. Ну вот. Ну, я говорил, блин, что Мармеладка сам у нас такой, блин, смотри, вот человек сразу, вот, видно, активный по жизни. Турки обнаглели только через арабов. Смотрю из Монголии. Ух ты. Монголия, привет. Крутенько у вас там. Так. А ты знаешь о Припяти? О Припяти или о Припяти? О Припяти я знаю, я в Припяти бывал, прикидываете, блин. Серьезно, знаешь, что такое Припять? Ездил туда конкретно, в Припять своей машиной. Так что да, я о Припяти знаю. А ты знаешь о Припяти? Вот. Я даже в Припять ездил после того, как уже из нее Чернобыльскую зону сделали. Так что, ребятки, все будет Украина, не переживайте. Так, дальше пока тут идут флажки и лозунги. Флажки и лозунги мы подождем. И, кстати, меня спрашивали в прошлом стриме, я не успел, уже уехал, вопросик задавали, каким приложением пользуюсь для того, чтобы отслеживать радары. Вот, в Аргентине. Самых таких, где более-менее, ну, есть такой радар Droid, он обновляется через аргентинские эти самые, аргентинские базы данных, и у него есть радары, вот он показывает. Но, честно говоря, не самое полезное приложение. Самое полезное приложение — это глаза, блин. Потому что сейчас столько у нас ставят радаров на дорогах и за городом, в любом селе, что никакое приложение вам не поможет. Никакое. Конкретно вот едешь, и оно не сработает. Плюс, опять же, даже эти приложения, которыми мы пользуемся, которые там уже в GPS установлены, то все, они все равно, как правило, определяют радары. В общем, база данных устаревшая и определяют вокруг Капиталя, по провинции Буэнос-Айреса, максимум до Мар-дель-Платы, чуть-чуть за Мар-дель-Плату, но уже начиная с Баи-Бланки нифига не знает этих, где там те радары есть, где тех радаров нету. Вот месяца полтора назад я проехал 3500 километров по 7 провинциям и все время вставлял, ну, в смысле, пользовался этим самым GPS, где говорит про радары, пользовался этим самым антирадаром, но 30% из всех радаров, которые ты встречаешь, они тебе могут сказать, все остальные нет. Так что просто, чтобы вот порекомендовать какое-то такое приложение, которое у вас будет срабатывать в Аргентине, в принципе, я думаю, его вообще не существует. Платные, бесплатные, по барабану. Их столько цепляют, особенно если это провинция Рио-Негро, там, если 2 дома есть, там обязательно будет еще 3 радара висеть. Вот. Одно перед одним домом, второй перед другим, еще между ними в огороде еще будет один стоять. Там радаров больше, чем домов, чем поселки домов есть. Так что никакое приложение вам его не поможет обойти. Только глазками, глазками, глазками стараться не нарушать. Что там написано 50, значит надо сбросить 50. Даже если вы едете по Рио-Негро, по полю, там, ну, в смысле, это я так сказал, по полю, там, пампа. По пампе ночью, и видите, что нету света, нет никаких, как говорят, столбов, там, домов, ничего не светится, никакой город, но будет знак 50, лучше сбавляйте, потому что вдруг там стоит какой-то сарай, и около этого сарая обязательно будет радар висеть, и вы его вот ночью заедете, и все, капец. А сейчас штрафы очень большие. Так что приложения вам тут не помогут. Тут только вот надо стараться или самим смотреть на все столбы, не висит ли там что-нибудь, или ехать тупо по правилам, и все, вот сколько сказано, столько и ехать. Так. Чи живем мы в своем жилье? Нет, снимаем, нет, еще не купили. Очень дорого пока что тут покупать жилье. Тут подороже, чем в Нью-Йорке, наверное, жилье. Ну, может, нет, я не знаю, я в Нью-Йорке не был. Нет, сейчас оно находится на самом низком уровне. Да, но это все равно очень дорого, даже Дело на самом в том, низком что уровне. проблема у нас с кредитом нет. То есть нормальный кредит, ты не можешь взять кредит, пойти как в любой другой стране мира, люди не покупают, наличку выложил и купил. Люди берут кредиты, работают и покупают. Здесь это невозможно. Здесь такие
Ну, короче, невозможно. Короче, Поэтому невозможно. просто так вытянуть из кармана 100 А просто штук так и надо 100 купить. тысяч долларов прийти и купить, Не, тогда ну вы есть что-то разные, купите. смотря где, смотря Ну, от, если от 65 ты 60 видела, до миллиона. долларов. Но нормальная однокомнатная квартира стоит 100 тысяч в хорошем районе. Вот 100 тысяч долларов, ну, вот, знаете, Без кредита не каждый принесет в кармане такую или в сумке поэтому 100 штук, чтобы купить свое жилье просто так. И тем более при нашей экономике, когда вечно денег не хватает. Блин. Вон, одни смотрят, никто даже не прислал, кроме одного человека на кофе, ничего не вышлют, так что зато все спрашивают, когда купишь, когда купишь. Ну, давайте скинемся сейчас быстренько по штуке баксов каждый, да и купим завтра, я пойду вам стримчик оттуда проведу. Это же очень просто все делается, вопрос вообще решается все, очень быстро все вопросы но решаются. факт в том, что у кого есть деньги, сейчас жилье в Буэнос-Айресе дешевле на 40%, чем было десяток лет назад. Вот, то ли еще будет. Но оно уже начало потихоньку повышаться. Поэтому сейчас самый момент покупать, у кого есть за что жилье. Так, вроде бы Вайса неплох, вроде бы да, но для Аргентины, как правило, он тоже не функционирует в каком плане. Это самый популярный в Аргентине Вайс, это самый популярный в Аргентине навигатор, но он же только там, где есть интернет, он с карту должен сбрасывать по интернету. В Аргентине, где большие города, там интернет есть. Вы выедете за город, там интернета нет. То есть, если вы поедете по Рио-Негро, по Пампе, по, не знаю, там, где-нибудь по каким-то таким Невкенам, там еще по Барилоче, там больше не будет интернета, чем будет. Соответственно, он карту сбрасывать не будет и вам ничего показывать не будет. Вот. Так что я предпочитаю пользоваться Navitel, я купил его, вот официально купил, и все, там лицензия пожизненная, чтобы он сбрасывал мне карты. И еще, как же мой называется, второй, который тоже я пользую, но меньше сейчас, потому что он там что-то с новым андроидом немножко барахлит. Но, в общем, те, которые ты один раз с карты закачал, вот я во второй забыл, как его название, закачиваю карты сразу. Аргентина, Чили и соседние страны, допустим, там у меня закачано Аргентина, Чили, этот самый, что там, Парагвай и Уругвай. И Бразилию я не закачивал, потому что Бразилия такая здоровая, что она занимает полтелефона. Вот когда буду ехать в Бразилию, тогда конкретно закачаю Бразилию. Но эти карты уже закачаны в телефон, он подсоединяется к спутнику, есть интернет, нет интернета, ты все равно все видишь и все работает. Так что Вайс, ну, не так. И так же само, как и Google навигатор, то же самое. Он там особо не поедешь. Многие сейчас будут говорить, да нет, Google навигатор можно там скачать, офлайн карту взять, уже маршрут проделать. Окей, можно, если ты едешь с этой точки в ту точку. А если ты потом решил еще где-то покататься, а там уже в Пампе нету ничего, никакого интернета, то дальше ты уже ничего, он тебе уже не годится. Так что не надо еще парочку иметь таких, которые действительно скачанные карты уже там и все. Так. А у тебя есть фотки Припяти? Не, фоток я не делал, да и зачем мне фотки Припяти? У меня есть фотки Аргентины, хотите, посмотрите, блин. У меня на этом самом на канале куча, даже Это видео вы про тобой Аргентину есть. Да я знаю. Ты думаешь, я не знаю, я что ли не издеваюсь? Это издевательство. Это не издевательство, это такие шутки у нас тут, прибаутки. Импортирует ли Аргентина продукцию из Бразилии помимо Китая? Ну, конечно, обязательно, это соседние страны, у них тут торговля свободная, так что, конечно, импортирует 100%. Так, фильмы, сериалы новые смотрите или старые? Сейчас отвечу правду, чистую правду, блин. Вот как хотите, но вот так скажу. Раньше я предпочитал смотреть старые фильмы, не то что старые, новые, но такие, знаете, как бы это самое, те, к которым мы привыкли. Последнее время у меня что-то нет желания вообще смотреть фильмы, созданные, скажем так,
на темы войны, вот эти вот новые, вот эти патриотические, героические, которые там показывают вот эту всю фигню про всяких десантников, там про крутых этих чуваков. Нет. Предпочитаю посмотреть какой-нибудь Netflix, предпочитаю посмотреть какие-нибудь французские детективы, пускай они будут не такие крутые, предпочитаю посмотреть, вот сейчас смотрю там сериал про каких-то, которые полетели на другие планеты жить, то есть более такое отдыхающее и не такое патриотичное, а как потом оказалось сопливое, честно говоря, потому что весь этот патриотизм мы уже посмотрели, в чем он реально закончился и насколько это все крутизна. Так что забивать себе башку всяким пропагандой уже не забивается. Предпочитаю тогда лучше про инопланетян посмотреть. Так что нет, смотрю фильмы новые и иностранные. Это то, что мне больше сейчас нравится в данный момент. Так. Если в пригороде строится, или это нереально? Нет, почему реально? У нас есть знакомые, которые купили землю, строятся и довольны. И, кстати, не одни, таких очень много у нас, кстати, знакомых. Но это не пригород, это провинция. Пригород провинция. Ну, а пригород тоже провинция получается. Нет. У нас любой пригород это провинция. Пойди в Сент-Лопес, это провинция. Что ты? Так и есть. Конечно. У нас любой пригород за Генераль-Пас, это все провинция. Построено, да. Ну, если кто-то найдет земельку. Вряд ли. Уже в хорошем месте. В пригороде. Ну, в общем, купите землю, строится это реально. А уже кто где, ну, у нас знакомые строятся вот, ну да, в провинции. Не только эти, а и другие, вот и раньше, которые тут уже давно, тоже самое провинции себе покупили землю, да и строятся. Кто-то в городках на побережье строится, вон, и в Мар-дель-Ахоне, которые поуезжали, землю купили. Мы помнишь, когда-то отдыхали? В Кордове, я знаю, люди да, в Кордове строятся по себе там, в любой провинции. Кто где хочет там, где кому понравится. Сначала надо найти ту провинцию, просто я имела в виду где вам не то, нравится. Я имела в виду то, что в пригороде Буэнос-Айреса, в хорошем районе уже все давным-давно построено. Если уже чуть-чуть дальше, чем пригород, это уже не пригород получается, это уже за пригород. Это уже за А пригород. если пригород в хорошем районе, то там уже давным-давно все построено. Ну да. И раскуплено. Именно в пригороде. Так, пекарней много в Аргентине? Вообще-то много. Очень. По каждому шагу. Да, у нас, если взять наш квартал, то даже на нашем квартале можно за 100 метров найти штуки 3 пекарни. Кафешки, пекарни. Угу. Ну, где хлеб пекут, где продают всякие булочки, хлебчики и все остальное. Кстати, да. Пекарня видела, привозят. Ну, в основном, да, привозят с фабрики сформированные, и они запекают в печах, которые электрические в них стоят, и продают свеженькие. А остальное стоит такое они сформированное. Так. 100 тысяч баксов, капец. Конечно, блин, капец. Однокомнатная. В Буэнос-Айресе. Я только что все 3 сезона сериала «Люди» просмотрела и поняла, что скоро реально сильно изменится. Народ продвигает робототехнологии, скоро будут главными. Ну так и давно уже пора продвигать робототехнологии. Я не знаю, вы что, не пользуетесь, блин, искусственным интеллектом? Я, к примеру, пользуюсь, постоянно пользуюсь. И для видео, и в фотошопе, и для картинок всевозможных, пускай в этом, и для рекламы даже, для какой-нибудь, вот ты удочку захочешь прорекламировать, и то искусственный интеллект тебе составит очень классную рекламную, так сказать, эту самую, ну, пост. И ты пойдешь в фотошоп, он тебе классно вырежет, там какой-нибудь фон заменит, еще что-то, это все уже искусственный интеллект, конечно. Тут так, это как интернетом, знаете, если ты не будешь пользоваться интернетом или там, не знаю, телефоном там с интернетом, ты уже отсталый человек. Так и в скором будущем, кто не будет пользоваться благами, как говорят, искусственного интеллекта, там, в фотках, в постах, в статьях, в том всем, то тоже будет отсталый человек. Что вы думаете? Сейчас берешь просто... Вы думаете, и правду там в этих новостях все прямо статьи сидят, вот эти журналисты, и пишут там свою статейку, вот эту всю фигню, и все такие умные, грамотные. Да нет. Взяли одну самую популярную статью, скопировали, в искусственный интеллект загнали, он быстренько перетасовал, чтобы смысл остался тот же, но слова перетасовал, чтобы не было копирайт.
засунули в свою газету, все. Сейчас это все делается гораздо проще, и на этом все хайпуют и делают по-быстрому. Тот там сидит, вот это строчит. Ух ты, а что тут прилетело? Что-то какой-то значок такой. Ух ты, 500 аргентинских прилетело. От кого это? Спасибочки огромное. Спасибочки. Спасибочки. Это супер стикер прилетел нам. Ух ты. Да, огромное. Да ты чё? Да смотри, мы ценные люди, нас ценят. Так, как теперь тут, блин, найти, где мы были? Так, вот. А кто-то писал 100 тысяч баксов, капец, а с чека не лопнет. Конечно, он не лопнет. Сейчас он уже человек 500 прислал. Сейчас таких еще 10 тысяч пришлет и ничего не лопнет. Переживу. Спасибо. Так, смотрим дальше. Идем. Так что правильно все говорят. Сьете Ярс. Не знаю такого навигатора. RStudio пишет, надо посмотреть. Потом поищу такой. Если увижу, поищу. Вот. Сейчас, если... Одну секундочку. Раз мы про навигаторы спрашивали, посетите одну маленькую секундочку. Я... Так, это тут нет. О, я хотел посмотреть в компьютере инсталляционный файл, чтобы сказать название того, которым я второй пользуюсь. Один я пользуюсь на Vitel, этот я купил, второй я, конечно, не купил, но я им пользуюсь, называется Sugic. Он и в Европе, и везде есть, по-моему, европейский Sugic GPS. Вот им я пользуюсь. Очень такие, ну вот эти два меня выручают постоянно, навигатора, вот по Аргентине кататься. Это я хотел посмотреть в компьютере, так как я тут читаю с компьютера. Этот самый, как он называется, инсталляционный файл, название его, так. Что у нас тут пока что на бирже творится, пока мы тут болтаем, а то я тут прозеваю что-нибудь. Ну-ка, дальше. О, отваливается, 72 800, а уже доходило до 73 700 сегодня выходило. Ну ничего, завтра подпрыгнет. Это, если что, про биткоин. Сколько он сейчас. Едем дальше. Так, приветик. Ты смотрел «Слово пацана»? Нет, не смотрел, смотреть не хочу и не буду, и вообще не интересна вот эта вся тема про пацанов, про этих, блин, нет. Видел рекламу о том, что такое, что-то там где-то есть, где-то там по нему кто-то пищит, но меня это вообще не интересует. Почему интернет Starlink и Илона Маска не вошли в Аргентину? Собираются, очень часто про это говорят, что да, что будет входить и все в таком духе. Так что посмотрим. Аргентинские сериалы смотрите? Нет, аргентинских не смотрю. Мне Я интересно. никогда не смотрела. Да, я никогда вообще не смотрел там, вот даже и раньше, когда только Я никогда их приехал. смотреть просто вообще. Вот, Мармеладка, я с тобой полностью согласен. Не смотрю про войну никакие, никто правду не покажет, особенно нынешние российские. Вот я это имел в виду. Вот это барахло больше не смотрю. Тупо просто пропускаю, все, не смотрю. Это все забивание мозга. Хочу маленький домик на берегу с маленьким садиком. Это, кстати, многие хотят маленький домик с маленьким садиком на берегу. Я хочу. Вот и Света хочет, так что вот и эта Мармеладка хочет тоже, видишь? И я хочу. О, уже две хотелки. Маленьким огородиком, гидропоником. Там, где выращивают. Да, она мне уже, блин, про это гидропонику последнюю неделю все Потому мозги. что я боюсь червей всяких, мне это все очень страшно. А я бы выращивала вот это, на испанском, на гидропонику называется. Я сейчас все в ТикТоке об этом смотрю, но пока у меня огорода нет. Она мне по 3 раза на день говорит, вот будет больше балкон, давай сюда гидропонику засунем, давай сюда вот так вот в это. А я наоборот, я же рыбак, у меня рыболовный магазин, у меня рыболовный канал, я говорю, нафига нам гидропонику, где я буду брать наживку? Где я буду Мне- наживку для рыбалки брать? Снова идти покупать, когда дома будет Тебе же огород. огород не нравится, ты на нем работать не хочешь. Да, а но я мне наживка боюсь нужна. червей. Наживку купишь. Видите, блин, как огород, так нет, а как наживку Купишь- пойдешь себе купишь, себе, говорит, сделаешь червей. себе там такая компостную
штучку такую купишь, продаются в интернете, пластиковый или деревянный, и будет тебе. Вот, вот а мне так вот. гидропонику огород почем. Вот, Я бы там клубничку Беспрек- выращивала. вот. А вы говорите, видите, вот разведи тут, попробуй развести хозяйство. Того боюсь, всего боюсь, этого боюсь, Так наживку если для рыбалки гидропонику боюсь. есть, да, но уже же есть выход из положения. Да. Я нашла себе. Только Вот огорода так. только нет. Так. Так, смотри, с имеющимся опытом жизни в Аргентине, если бы вы сейчас переезжали, выбрали бы вы Аргентину или, может быть, поехали в другую страну? Только честно. Ну, если честно, то я не знаю. В связи с тем, что в другой стране, может быть, проще было бы развиться, взять какой-то кредит, купить какую-то квартиру, в этом вопросе, в экономическом, может быть, я бы выбрал другую страну. Но если взять потом, как я себя чувствую в другой стране, я бы, конечно, наверное, поехал бы снова в Аргентину. Но если бы я знал, как сейчас, уже с этим опытом, я бы просто тут по-другому все по-шустрому, делал. Вот в чем прикол. Надо было бы просто сидеть тупо и бабахать. Хотя, конечно, приложив столько усилий, как выжить в Аргентине, если приложишь столько усилий в другой стране, может, ты быстрее чего-то, добьешься, чем в Аргентине. То ли нам с правительством с этим не повезло, но у всех такие правительства, которые постоянно что-то, не хватало. У всех постоянно инфляция что-то... 250% да, в году. говорю, что... У людей инфляция 20 в году, и они за голову берутся. Да, и там на 3 250. копейки хлеб подорожал, они уже все бегают, бастуют, там тракторами выезжают. Я бы У нас поехала на в другую 300%. страну. Да я говорю, если по экономическим брать причинам, то, наверное, в другую. Сейчас сюда вообще сделать здесь нечего. Вот. Здесь, во-первых, уже дорого стало тем, кто зарабатывает даже в интернетах в долларах. Здесь дорогая страна стала. Здесь заработать нормальные деньги это просто нереально. Даже свой бизнес открыть, аргентинцы закрывают сейчас свой бизнес и уезжают. Ну, сейчас многие закрывают. Многие закрывают. переходят на интернет. А в интернете тоже. Ну, на ничего интернет там нет. переходят многие уже давно, уже еще с ковида попереходили на интернет. Ну вот смотри, вот даже ты начал свой магазин меньше года назад, да? Мгм. Только начались идти продажи до октября так. месяца. Октябрь, ноябрь. Как тут выборы произошли? Да, пошли там сентябрь, октябрь, ноябрь, пошли продажи, случились выборы, и все, у тебя сейчас одна продажа, ну не знаю, в 3 недели, наверное. Перестали все покупать, потому что стало дорого. Ну, вот сейчас 2 заказа заказали, там вчера-позавчера, и еще пока не То есть- оплачивают, начинает там говорить, ну, я на следующей неделе, другой, ну, я когда деньги получу, ну, то есть вот, То есть у аргентинцев- нету лишних денег, Да, у скажем так. аргентинцев сейчас так. Раньше они могли отложить 200, 300, 400 долларов, ну, кто хорошо работает, да? А сейчас они эти 200, 300, 400 долларов должны Цапать. вытаскивать из своей копилочки, чтобы можно было прожить так, как они жили полгода назад. Ты сейчас всех в стресс введешь. А такие есть. Пускай люди напишут, кто здесь живет, разве не так? Кто не прав, напишите. Так, спрашивает, какой кофе пил. Вот такой. Ну, это тот, с который я пью. Я вот такой предпочитаю. Мне этот больше нравится, чем все остальные. Ларихини. Мы пробовали другие, но Ну, мне мы, не кстати, понравилось. смотри, это Что в супермаркете мы пробовали. Не, Мы не ну, пробовали в специализированных магазинах, там тоже очень... Да, пробовал, я такой говно. Нет, в специализированных магазинах. Пробовал я, пока тебя ждал, пока ты ходила на вот эти процедуры, там он кафешка стоит на углу на Либертадоре, я там пробовал разные кофе. Ерунда ерундой. Если бы не просто надо было сидеть тебя ждать, я бы там и фиг бы пил такой кофе. Ну да. Вот. Хотя называется очень круто. Так что нет. Так, видимо, выгодно заниматься ремонтом для пекарни. В принципе, да, наверное, выгодно, потому что пекарень полно. Так, смотрят Санкт-Петербурга. Приветики, приветики, приветики. Ремонт профессиональных печей и других электрических приборов. Ремонты любые здесь, ну, как бы выгодны, потому что у народа на новые денег Здесь нет. главное, Лень, запчасти найти. Да, надо бы запчасти, ну или уже с помощью молотка зубила и какой-то матери можно что-то поремонтировать. Так что вон мне сейчас приносят, сейчас, кстати, через полчаса придет, отдашь компьютер. Приносят на ремонт этот самый компьютера. Знаете какие? В нем еще Windows 97 стоит.
и предлагаешь там переставить на какой-то другой Windows, но надо чуть добавить, там еще памяти 2 гига стоит. То есть это еще вообще с прошлого века этот компьютер. Нет, ну может потом, когда деньги будут, когда это, а сейчас сделай, чтобы оно вообще дышало, чтобы я могла хотя бы там новости прочитать, чтобы я могла там имейл открыть и все. То есть народа нету раньше, надо поменять диск более скоростной. Да, давай поменяем, более скоростной, быстрее будет бегать. Сейчас, да не, ну еще ж не сдох, ну еще же открывается, да фиг с ним, блин, пускай еще пока открывается. Может больше денег будет в следующий раз, тогда сделаем. Так что, да, сейчас ремонтируют все, что только... уже так не валяются компьютера на улице, как раньше. Уже можно было идти, смотришь, там ЦПУ валяется, там около мусорки ЦПУ валяется. Вот. Какое-нибудь там выкинутое, потому что что-то новое купили. Сейчас, найди, блин. Такс. Так, у вас есть дети? Если есть, чем они занимаются в Аргентине? Я почему спрашиваю? Просто хочется хорошего всегда для своих детей. Есть ли у них перспективы в Аргентине? Я считаю, что есть перспективы в Аргентине. Вот, один работает, в принципе, на очень хорошей работе, если бы, это самого большого поставщика интернета и телевидения, он там работает много-много лет, самого главного в Аргентине. Другой заканчивает, вот сейчас защищает диплом, заканчивает университет, соответственно, потом будет работать где-то там. Но выучился он в бесплатной школе, в бесплатном университете, и, смог это все спокойно выучиться. Кто захочет, тот может получить образование и жить, и работать нормально. А сейчас в связи с тем, что существует интернет, и если у тебя связана такая твоя специальность, которая по интернету можешь найти работу и в других компаниях, многие живут в Аргентине, снимают нормально там молодые семьи, а работают там на американские компании, на другие компании по интернету. Сейчас же ведь не обязательно прямо в своем городке идти на фабрику. Если у тебя какое-то такое образование, где ты можешь применить его по интернету, то многие люди могут жить где захотят. Наш сейчас диплом уже защищает, то есть через несколько месяцев уже будет все, капец, университет конченый. Так, курс песо привязан больше к юаню? Нет, к юаню у нас вообще ничего не привязано, у нас юань как-то это все равно, что, не знаю, что африканская валюта. Ничего тут к юаню не привязано. То не знаю, где привязано, у нас юань как-то вообще. Если бы не спросили, я бы, забыл, как он называется. Так. Я твой новый подписчик, Дарк. Благодарим. Так, тут мармеладка про слово пацана что-то ответила, может она его смотрела, я не смотрел. Так, где земля дешевле, в Аргентине или в Парагвае? В аргентинской провинции криминала меньше, чем в Парагвае, Уругвае? Думаю, что да. Думаю, что меньше. Так, во всяком, не знаю насчет Уругвая, но думаю, что насчет Парагвая точно тут меньше. Но я имею в виду провинции. Но провинции, не в этом. Хотя есть разные места. В любом месте, и в Капиталь-Федерале есть разные места, где больше криминала, где меньше криминала, и в пригороде, и в любом городке можно найти какую-нибудь окраину, где живет какая-то, вижа, бедное население, они там своим райончиком живут, и если вы там поселитесь, будет одно, если вы поселитесь на другом конце поселка, будет совсем другое. Так что тут даже не от этого зависит. Но мне что-то нравится провинция аргентинская. То есть в нормальном смысле слова. Поедешь, люди довольно такие отзывчивые, трудолюбивые. У меня с ними никаких проблем не было. Всегда мне нравились провинции аргентинские. Так что, думаю, так. А где земля дешевле? Наверное, все зависит от местоположения. Есть земля на океане, есть в какой-нибудь, где вообще ничего делать, там, наверное, дешевле, чем там, где на побережье Вы же океана. хотите и школы, и детские садики, и магазины, и супермаркеты, Банки и все и остальное. больница, чтобы вас лечила, не так, знаете, пришел он сказать, мы, извините, здесь только можем глаза вам закапывать, если вам нужна операция, вам надо ехать в столицу. Ветеринар. В столицу, вот и едьте в столицу потом. То есть тут надо тоже смотреть, кому что надо. Так.
Сколько людей, я сейчас расскажу, Да, да. в бесплатном госпитале, сколько людей, ну, у меня такая была, да, опыт, одни из Росарио, из провинции, другие где-то из Неукена. Ну, в общем, в столицу едут люди лечиться, потому что у них там не у всех есть возможности в госпитале полечиться. Поэтому тоже тут такая еще проблемка с этим. Сменим фон. Давайте зелененький забацаем. Так ли они или нет? Да, так, 100%. Потому что есть поселки, да, вот, например, Зеленый. там говорят Санта-Тересита. Ну или да, если вы там порежете пальчик, вам швы наложат, ну и все. Никто вам операцию там не сделает, никто вам, ну то есть что-нибудь посложнее, надо ехать или в Мар-дель-Плату, или надо ехать в Буэнос-Айрес. То есть там в этих поселочках, все, которые на побережье, там все очень и очень с этим плохо, к примеру, с этим. Так что тоже надо иметь в виду. Университетов там для учебы тоже не очень так и много. Школы, садики, ну есть, конечно. У кого есть свободные лимоны, давайте мне. А вы знаете, что здесь есть определенные сады, но они больше такие, как бы... Какие лимоны? Так-то просто написал человек, у кого есть лимоны лишние, чтобы ему давали. А я говорю, что здесь есть сады с цитрусовыми в определенных поселках, где можно приехать и пособирать, и все, что насобираешь, можешь увозить бесплатно. Ну, в сезон, конечно. Такие сады тоже существуют. Так, тут что-то про українців. Так, багато українців живе в Аргентині, діаспори і приїжджих так, недавно, і де саме більше. Ні, Недавно не нет, тут не едут в Аргентину украинцы так, как едут в другие страны, в Европу там, или в Америку, или в Канаду. Но, в общем, в Аргентину так не едут. Потому что Аргентина, и нету тут, ну, как бы новых диаспор, я не слышал никаких. Есть старые диаспоры, которые тут всегда были, а новых нет. Почему? Потому что в Аргентине никакой помощи для украинцев нет. В Аргентине украинцам дают документ, что он имеет право здесь жить, работать, продлевать и потом получить постоянку и в будущем, скажем так, даже гражданство, если он желает здесь продолжать. Но на время войны, как минимально, то есть документ, чтобы ты мог здесь жить и работать. Но никто не дает никаких пособий, никто не посылает на какие-то бесплатные курсы, никто тут вам не дает жилье, где вы будете жить. То есть вышел, можешь пойти получить документ, где ты будешь жить, в парке, под забором, под, мостом, это никого не колупает. Так что, соответственно, тут нет такой поддержки именно конкретно у украинских беженцев, как есть вот там в других странах европейских, где дают какое-то пособие, где там куда-то расселяют и все такое. И, соответственно, сюда и зачем? Переться за 1000 километров, тратить свои деньги на билет, чтобы потом получить один только документ. Нет, украинцы, потому, как правило, сюда именно по этой теме не едут. То есть едут те, кто действительно хочет жить в Аргентине, но не по теме беженства. Или у кого есть родственники. Я знаю, некоторые приехали, потому что у них тут родственники жили, и они уже как бы с родственниками им становится легче, они у них могут поселиться, или эти помогут поселиться, найти работу, каким-то образом поддержат. Но не так, что приехал и государство тебя тут будет содержать. Тут своих, пол этих бедных, которых никто не содержит. Куда тут еще кого-то содержать? Не билет пару тысяч долларов. Да, да, и билет такой, что прилетишь, уже назад не хватит. Так что нет, народ, тут трошки не так. Что гудит за окном? За окном гудит ветер. Нет, скорая помощь у А, всех какие-то есть. Про скорую Ну да. помощь. Да, Время может. ж прошло уже, ты ж читаешь комментарии потом. Ну да, наверное, она уже уехала. Так, это шоковая терапия называется. Ага, да, называется, так и есть. Так. Тем более выгоднее жить со своего города. Я лично так не думаю, что прямо так выгоднее жить со своего города. Я все-таки считаю, что выгоднее попробовать где-то заработать, потом купить, чем просто сидеть и вот это круговорот в природе, в огороде. У нас есть оптовые рынки. Вы приходите, мешок картошки за копейки берете, если мешок. У вас есть погреб, к примеру, да, если вы выращиваете у себя дома на огороде, там тоже, ну не на один месяц, да, вы же сажаете там, чтобы было на несколько месяцев картошки, к примеру, той же самой. Если посчитать все,
то дешевле иметь, конечно же, свой дом, может быть, даже иметь там свой какой-нибудь погребок, да, но именно покупать овощи, фрукты в сезон очень даже выгодно. И их не так выгодно выращивать. Для себя так, чтобы, знаешь, иметь там на салатик пару помидорчиков, пару огурчиков, но так, чтобы себя обеспечивать, как мы раньше жили и обеспечивали себя, то такого здесь не выгодно. Да, Павел вот пишет, что у нас тоже продажи через интернет. Декабрь-январь 2-3 продажи в день. Сейчас одна раз в 2 дня. Ну, это, во-первых, еще не, ну, как бы смотреть, у кого какой товар, кому сколько нужно. У меня рыболовный товар, у меня же не может каждый день, блин, рыбаки просто разрывать там удочки, там крючки и все остальное. Так что это специфический товар, он так постоянно всем не нужен. Это же не еда какая-то, не рубашечки там. Или... Мы только начали. Не, это раз, второе, мы только начали, в-третьих, тут очень специфический товар, специфическая реклама должна быть, то есть когда я посижу, поделаю там какие-нибудь видики, где я там хорошо половил на такую-то прикормку, сразу после этого начинаю спрашивать про эту прикормку. Половил на такие-то снасти, начинаю спрашивать про эти снасти. То есть это вещь специфическая, не то. Тут никто в запас не будет покупать снасти для зимней рыбалки, если сейчас лето, к примеру. Так что тут мы пока исходим из этого. Плюс, опять же, у людей, ну, нету денег, скажем честно, на необходимые товары надо, на еду, на лекарства, на туалетную бумажку, на еще какие-нибудь там вещи. А удочки, ну, да, если есть лишние деньги, человек купит, а это еще вот на такую-то надо удочку. А вот если лишних денег нет, он с той самой удочкой побегает и на то, и на то, и на это. И до лампочки, что она там не такой вес выдерживает, научится. Так что это чуть-чуть, ну, как бы не первой необходимости вещи. Ну, мы и не страдаем от этого, мы занимаемся и другими делами, но вопрос не в том. Вопрос в том, что, может быть, кто-то продает те вещи, которые, в принципе, как бы нужны каждый день. А удочки, крючки, грузки, это все, ну, не на каждый день, да и не каждому нужно. Вот. Ребята, не повезло с правительством, это не экономические трудности, а не повезло с правительством. Что другое, если не понимаете, о чем я говорю? Да мы-то понимаем, о чем говорите и все такое. Ну, тут как бы на выборах не особый выбор бывает. Знаете, вот и сейчас тоже там у некоторых будут выборы, там тоже не особо выбрать, из чего есть. Так и у нас, знаете, выбираем из чего... чтобы от чего-то избавиться. Теперь, блин, ну, выбор небольшой был. Выбрали, что выбрали. Теперь посмотрим. Ну, слава богу, тут вообще хоть выбор есть. Некоторых и этого-то нету. Так что, если понимаете, о чем я говорю, как говорят, салам из Дагестана. Так. Какая средняя зарплата в Аргентине, смотря у кого? $500. 300-500. Может, где-то так. Ну, это, к примеру, учителя, да, $500 получают. Так, у вас уже есть опыт жизни в Латинской Америке. Не думали попробовать пожить в Эквадоре, Панаме, там вроде уровень жизни выше, да и вам со знанием языка адаптироваться проще? Не думали. Сейчас все бросим и побегу по странам бегать за экономическими этими. Человек за много лет имеет какие-то свои вещи, свои привычки, своих друзей, своих знакомых. Просто у него есть, может, уже какие-то дела, где он там должен там, к врачу пойти, к тому. То есть какая... Платишь налоги в этой стране. Да, я плачу налоги Пенсию столько себе лет, там зарабатываешь, еще и что-то. такое. То есть бегать просто потому, что тут стало сейчас хуже, а где-то можно пожить лучше, нет. Если на то пошло, нам не обязательно Эквадор и еще что-то. Мы своими документами можем спокойно поехать в Бразилию, жить в Бразилии, к примеру, и там спокойно продолжать все делать. Тут же как бы Меркосур, или там в соседней стране какой-нибудь Чили там перебраться. Но мы пока не думали. Это надо что, бегать по свету с мешком все время, только потому что там адаптироваться. Нет, уже как-то один раз переехали, будем стараться. Более, если не припрет... Если смотреть реально, что в Бразилии намного лучше, чем здесь. Да, если так совсем себе. не припрешь, что тут не начнется что-нибудь такое, которое скажешь, ну блин, не могу, уже все, уже так достало, то нет, никто никуда пока не собирается. Не рассматривали место жительства Уругвай, которое называют Латинской Швейцарией, и если нет, то почему? Что-то я не вижу там никакой Швейцарии,
Это, по-моему, называли Уругвай и Латинской Швейцарии еще в те года, когда лет 20 назад, когда там были, как говорят, финансовые льготы, когда там была финансовая независимость, когда там можно было прятать деньги, и они не закладывали другим странам. Сейчас все это давно отменено. Сейчас оттуда банки передают налоговую инспекцию любой другой стране информацию о сбережениях. Так что никакой Швейцарии больше там не Там пахнет. все дороже. Там гораздо дороже, и, честно говоря, если не взять нескольких городов, только определенных, то там гораздо беднее все выглядит, и это больше смахивает на такую более аграрную страну, что ли. Не вижу я там никакой Швейцарии, где вы этого начитались. Я говорю, лет 20 назад это так говорили про Уругвай, да, это там типа Швейцария, там, как называется, свободная экономическая зона, там банки, которые никому ничего не рассказывают, не откладывают, там люди прятали свои деньги, вели какие-то дела. Теперь это... Ну, многие богатые аргентинцы там имели свои... Ну правильно, скажем, до тех пор, пока не начали передавать налоговой инспекции Аргентины, все потом эти они финансы. уехали туда или остались Да. здесь. Ну, то есть... Короче, это устарелая информация про латиноамериканскую Швейцарию. Вы знаете, тут Она к приехать этому, с квартиры на квартиру, это целая Да. проблема. А тут приехать в другую она страну, уже один раз не приехать. является лет 15 этой Швейцарии. Так. Что интересного тут? Тут я интересный, ты, блин, только посмотри вон. Вот, видишь, ты стрим не ведешь, а бегаешь туда-сюда, лайки ставишь. Мне, кстати, не поставил. А я вон сижу, стримлю, водичку попиваю. Вот. Найди еще такого. Что интересного. Сиди тихонько, слушай, ставь лайки. Вот, что-нибудь новенькое узнаешь. Что сейчас с гражданством? Кто знает? Вроде усложнили, я не знаю, что там, потому что мне гражданство как бы не нужно. Оно у меня есть, соответственно, мне не, ну, как бы я не знаю, насколько сейчас усложнилось или нет. Гражданство всегда было непросто. Просто очень много баек ходило по интернету, что за 2 года и получите гражданство. Такого никогда не было и не будет. Не, ну Ни в это одной эти стране. разводилы, которые Правильно, зарабатывали а теперь, на люди этом. же начитались на службе. Ну А те, да. что с гражданством, что не дают? Потому что никогда не давали гражданство, просто так вот приехали такой Ну, хороший. обычный дайте был мне развод, который, чтобы заманивать сюда и брать гражданство деньги дают за за... что-то, а не Да. просто так. А теперь начинает сталкиваться с реальностью. Конечно. Так. Сколько полицейских зарабатывают? Хорошие у них условия? Плохие. На плохие некоторым приходится Особенно, подрабатывать если после капитал работы. еще более-менее провинции, то там не очень. Да, там они после того, как уходят со Нет. службы, пытаются подработать со своим пистолетом. Ну, не так же. Задержка чата большая. Ну, так вот, задержка чата большая, мы никуда и не спешим. Кто не дождался, можете выйти и зайти по-новому, и уже как раз я через полчасика дойду до вашего вопроса. Тут же все просто, блин. Такс. Так, пособие в Аргентине отменили. Так, какие-нибудь пособия в Аргентине отменили? Думаю, что да, думаю, что некоторые поотменяли. Во всяком случае, сейчас стараются пособия эти, даже если Те, кто дают. самолетами летал, тех забрали. Да. Начали пытаться давать напрямую, без этих самых, без посредников. А, соответственно, посредники много чего потеряли. Так. Полицейский беспредел присутствует в Аргентине? Нет, я не видел полицейского беспредела в Аргентине, я не видел. Вот. Кто из аргентинских исполнителей популярен в Аргентине? Кого вы слушаете? Какую любите музыку? Никого не слушаю. Вот. Что, мы радио в машине слушаем? Ну и кто из аргентинских тут популярен? Ты отнесешь какой-то? Не, я вообще, Сейчас аргентинский я рок отдам. аргентинский популярен. Да, но мы никого не слушаем. Hola. ¿Sí, de parte? Ah, bueno, ahora baja.
дальше. Я поотвечаю. Отвечай, Василий, почитаем. На компьютере можешь читать, Да. можешь там. Подожди, мне надо. Продолжай. Что, правда я почитаю? Ну да, правда. Садись. А я же не готовилась. Ну, ничего страшного, я что ли готовился. У меня голова мокрая. Ничего страшного. Зато больше зрителей нагонишь. А где читать твои комментарии? Он на компьютере. Всем привет. Леня пошел отдать. А что у тебя как-то свет? Вот. У тебя свет не очень хорошо, Леня. Потом расскажешь про свет. Потому что падает на меня неправильно свет. Так, полицейский беспредел. Смысла нет писать в этот чат. Не пишите. Так. Есть ли в Аргентине кавказская кухня? Есть ли кавказцы в Аргентине? Здесь в Аргентине есть люди всех национальностей. Всех. Кого меньше, кого побольше, но есть люди всех национальностей. И кухня кавказская есть, и все. Как с коррупцией? В каком смысле? Спрашиваю, просто интересно, как у вас обстоит дело со станочниками, токаря, фрезеровщики, как у вас эта отрасль проживает, много ли не получает, просто интересно. Ну вот Леня пускай придет, расскажет, но я думаю, он так же в теме, как и я. Мы не токари, не фрезеровщики. Сейчас в Аргентине с работой сложно, но если вы хороший специалист, прям вот с руками, с ногами, да, специалист, не просто, то, я думаю, работу всегда можно найти. Но много ли не получает, в Аргентине никто много не получает. Люди получают, и особенно сейчас. Зарплаты маленькие, расходы очень большие. На семью расходы, так чтобы прожить, да, ну около $1000 на 3 человек. Вот мы, к примеру, тратим около $1000. Меньше никак не получается. Так, можете прислать, так, с Аргентины. Как отправить деньги в Россию? Без понятия, мы в Россию деньги не отправляем. Недавно слушал Альберто Фернандес, умный мужик. Ой. Альберто Фернандес. Может, он и умный, но мужик, но не президент. Вот так вот. Нужно ли после получения гражданства Аргентины платить налоги за полученную зарплату в РФ? Я думаю, что да. А может и нет, за зарплату. Это надо спрашивать у специалистов, без понятия. Я знаю то, что если вы получите гражданство Аргентины, то все то, что вы здесь делаете, там каким-то бизнесом занимаетесь, все это надо оформлять и платить за это налоги. А за полученную зарплату не знаю. У меня огромное желание переехать всей семьей в Аргентину, пока собираю информацию. Один мой совет. Приезжайте сначала сами, посмотрите, поживите хотя бы месяца 3-4, как оно вам, а потом привозите семью. И то это даже не факт, но хотя бы так. Все вместе ехать сразу я не советую. Вот. Хотя Аргентина страна хорошая. И в принципе, я вам так скажу, от себя не убежишь, надо научиться зарабатывать деньги в любой стране. В любой, где бы вы ни жили. В Аргентине желательно работать на иностранные компании где-нибудь, в интернете и получать в долларах. Тогда еще как-то так. Посмотрим, как оно будет дальше. Правда, за рождение ребенка гражданство дают. На этой теме много из России получили. Да, дают. Рождается ребенок, ребенку сразу гражданство. А родители имеют право подать на гражданство. И судья рассматривает, дадут, не дадут. Есть люди, которым не дали. Но почти всем дают пока. Светлана, привет, наконец-то попал на стрим. Рад вас слышать. Смотрю вас с 2010 года, может и раньше. Ух ты, классно. Алехандро, Лень, нас смотрит. Вы молодцы, удачи вам. Спасибо. Давай, иди. Я хоть Чего? отдохну. Отдохнешь? Отдохни. А то ты уже, я сейчас быстренько добегу до конца вопроса. А ты хочешь, заново подымешься и заново все отвечаешь. Привет, брат, удачи по жизни тебе, Лень, тебе говорят. Дай Бог дожить до твоего возраста, форту по жизни. Чуваши есть там, есть все, как я говорила. Так, здравствуйте. По родам дают гражданство. Казахов сейчас много. Не дают гражданство, а вы просите, и вам его обычно дают. Но иногда есть люди, которым не дают, не всех. Когда на родине вас ждать? Ну, пока не собираемся. Ну, такой вопрос, как бы, тем более сейчас. Хорошо там, где нас нет, это правда.
Вот там хорошо. Я, кстати, сейчас смотрю много всяких видео, особенно ТикТок я люблю. И я смотрю, что... Вот, например, недавно посмотрела видео об аргентинце, которые живут, которые уехали в Австралию. Австралия, Новая Зеландия. Ну вот они там годик пожили, поработали, сказали, все, Австралия, до свидания, я уезжаю себе назад в Аргентину. Я соскучилась по маме, по папе, по родственникам. Кстати, аргентинцы очень люди семейные, они это очень и очень сильно уважают, семья и все такое. Поэтому, знаете, и даже с Австралии аргентинцы едут назад в Аргентину. А я вообще считаю, что это смотря как каждый человек воспринимает то, где он живет. Есть люди, которые говорят: ой, как это вы там живете, снимаете или что-то еще. Есть люди, которые, слава богу, я живу в Буэнос-Айресе, хоть я и снимаю, но я здесь веселый, счастливый, довольный, к примеру, да. Это ж, смотря как каждый человек себя в данный момент ощущает. Есть люди, которые живут в огромных домах, в крутых, больших, с деньгами, но они в депрессии, они в проблемах. А есть люди, которые довольствуются тем, что у них есть. Вот, конечно, надо всегда стремиться к лучшему. Так, подожди, сейчас тебе тут что-то опять прислали. Леня, это тебе прислали. В Дагестан приезжайте. Спасибо, в Дагестан приедем. Так, когда-нибудь в Дагестан. Может быть. Сейчас на билет наш. Какой совет можете дать 21-летнему парню в Аргентине? Я живу в Мар-дель-Плате 3 месяца. Был парикмахером в России. Учу испанский язык с нуля. Учусь в Аргентинской начальной школе. Живу за накопление. Работу не нашел. Учу язык с нуля. Развивайтесь в своей профессии. Если вам это нравится, был парикмахером в России, если вам нравятся парикмахеры, такая профессия, то надо в ней развиваться, потому что здесь, в принципе, парикмахерские очень популярны. Ценятся, популярные, И да. молодежи тоже, кстати, вот эти все барбершопы и все остальные. Совет мой такой: развивайте свои соцсети. Вот так вот садитесь, как я сижу перед вами. Неважно, я не готовилась, вот у меня футболка хорошо, что одета не наизнанку, наперед. Я не готовилась, я просто даже не причесалась, хотя утром голову помыла. Сели, взяли камеру и разговариваете, показывайте прически. Например, берете просто людей, которые развиваете свой YouTube. Берете человека, говорите ему: я тебя постригу бесплатно, но с тем условием, что я тебя сниму на YouTube канал. Окей, садитесь, снимайте и все показывайте. Чем больше вы всего будете показывать, тем больше у вас уже будет клиентов ваших там, или пациентов, или людей, которые вас знают, и вам будет очень легко в жизни. Намного легче, чем вы будете просто сидеть. То есть настраивать не на монетизацию, не на монетизацию, на продвижение своего бизнеса. Да, продвижение своего, даже не бизнеса, а вообще себя для начала. Да. В смысле своей профессии. Продвигайте себя, да. Вот я парикмахер, если бы я была парикмахером, я бы искала людей, которые хотят, аргентинцы те же самые, которым вы скажете, что я сниму тебя на YouTube, а на YouTube вы покажете, какую прическу вы делаете, как-то так прикольно все сделать. И можно на YouTube монетизировать, там тоже зарабатывают люди деньги. А что не? Я вот, к примеру, работаю на YouTube, я вяжу. У меня мастер-классы по вязанию. Я живу только с... Больше ничем не занимаюсь. Больше ничем не занимаюсь, да, у меня завтра запланирована встреча с Ютубом, с представителями. То есть развивайтесь. Есть люди, которые снимают все время тиктоки, и потом им приходят какие-то даже предложения от других людей. И, в общем, вы очень еще молодой, 21 год, развивайте. Только не знаете, не эти, которые там трейдеры, еще что-то. А вот даже просто живете в Мар-дель-Плате, открываете свой тикток, идете по Мар-дель-Плате и рассказываете, да, на русском, на испанском, неважно на каком. Лучше на испанском, конечно, если вы его учите, будете и учить еще больше. А во-вторых, больше популярности будет. Развивайте. Конечно, надо за что-то жить. Жить за накопление. Накопления быстро заканчиваются. Каналы, все это не так быстро развивается. То есть, как минимум год вам надо работать. Свою профессию продвигать быстрее получится. Да. Именно как профессию, как стрижу, там вот это все. Или кто-то наймет, чтобы потом поработал у него. Можно, конечно, идти, но если, понятно, если ты не работаешь, и идти учиться, там, университет какой-нибудь, без знания языка тоже нет.
Только соцсети развивать. Вот так, я бы сказала. Светлана, передай привет. Так. Ой, передаю привет за 500 аргентинских песо. Спасибо большое. Светлана Герман. Передаю привет. Так, может, кстати, твой привет хотели, а не мой? А то я тут все... Не, подожди, тут прислали 500 песо. Да, И попросили передать огромное привет. спасибо. От обоих нас. А что у тебя здесь все застряло? Там я поставил А я в паузу, какую чтобы оно не камеру шло. смотрю? Нет, это нормально все. Все, это останови его. А я какую камеру смотрю? Я Вот туда туда смотрю. ты смотришь, тут ты только читаешь. А тут, А. чтобы он не шел. Зачем тебе, чтобы я шел? А, я поняла. Так, Там ты чат смотришь только. Art Тебе что Studio удобнее. смотрю с 2013 года. А с какого мы года начали вести канал? Ну вот с 13-го и начал 13-го? где-то. 14 Спасибо. 13 точно не помню, Круто. но думаю там. Да, уже с 13-го. В 14-м, помнишь, мы сидели, Так. когда война началась, в 14-м, мы сидели уже, снимали ютубчик. Передай привет я. Алина, в Австралии пауки. Ну, слушайте, а в Аргентине нету пауков, или в в Аргентине Украине есть нету паук. пауков, или в Бразилии нету пауков, но пауки везде же есть. Пардон, вы выдаете звуки на туберкулезный И пропускай, Так. которые не то. Импорт для сетевых магазинов, чтобы им больше товара придать дорого. С импортом у нас сейчас пока тяжело. Здравствуйте, можно ли жить в Аргентине без документов на проживание? Ну, вас спросят документы, вам если сдавать квартиру, ну как без... Пока не попадетесь. Без документов, к примеру, если у вас просрочен паспорт, конечно, вы сможете найти жилье, но за какие деньги? Банковский счет вы открыть не сможете. Ну, так как до какого-то поры до времени прожить можно. Никто вас в тюрьму за это не посадит, но не знаю я, что делать здесь без документов. Надо оформлять документы. Так, Леонид, как отправить деньги в Россию из Аргентины? Через крипту. Через крипту. Муж на какой машине ездит? На такой же, как и я. У нас одна машина на двоих. Предприниматели кошмарят, у вас легко ли вести свой мелкий бизнес? У нас никто никого не кошмарит. Легко вести свой бизнес, очень просто открыть свой бизнес. Тяжело найти покупателей, клиентов, развивать свой бизнес тяжело. А открыть свой бизнес совсем не тяжело. По Открывайте. интернету открывайте. По интернету открыли и все, никто никого не кошмарит. Ну, налоговая, платите налоги, Тоже живите кошмарить себе. не будет. У нас никаких кошмаров нет. Так, Светлана, лето прошло, вы не загорели, потому что Леня на меня направила лампу белую, и я вам кажусь такой, но я в принципе загорела. Тем более мы загорали еще в декабре, уже прошло 3 месяца, конечно, загар уже Пора загорать ушел. снова. Так. Какая тут повестка? Повестка Аргентина. Все, я все комментарии прочитала, так что я оставляю вас. Пускай вас тут Леня дальше развлекает. Молодец. Молодец. Смена караула. Не скрипи, пожалуйста. А этим мне креслом нравится. сделай. Креселко Не шикарное. надо скрипеть. Давно хотели, еще на видео показывали, как это кресло шикарное покупали. Я все это все говорила, для стримов будет, для стримов. Прошло, наверное, пару лет, пока эти стримы начались с этого кресла. Вот так, видите. Как говорят, это хорошему танцору вечно что-то мешает, блин, так и тут, блин, вечно что-то мешает. То у тебя микрофон не А, тот, то то микрофон. интернет не такой, то еще что-то, Ну, тоже я говорю, то там нет, то там нет. то настроение не то. Ага. Так, зоопарк есть в городе с белым медведем? Не, у нас в городе вообще зоопарка нет, его вынесли за город. Был когда-то, теперь там только какая-то корова ходит и парк такой, Что типа. там есть жираф? Ну, еще жираф кто-то ходит, есть? ну и все, но зоопарка нет, зоопарк Ну да. вынесли. Был когда-то, но вынесли за город. Так. Я тебе все прочитала уже. Угу. Вчера открыли импорт товаров, так что все будет окей. Так оно и будет. Я уже про этот импорт товаров в самом Не начале всех товаров. рассказал. Но дело в том, что это открыли, во-первых, не всех товаров, только первой необходимости. Во-вторых, не всем. То есть вы не можете поехать и импортировать себе полприцепа машин товаров. Это только для больших фирм, которые и так, в принципе, импортировали. Просто им теперь дадут больше возможности расплачиваться за эти товары не так долго, в 4 месяца, а в месяц, к примеру.
Ну, так что все будет, как и было, ничего не поменяется, от этого. Поменяется. Вот. Светлана, Светлана не знает, может вы ответите или нет, нужно ли после получения гражданства Аргентины платить налоги за полученную зарплату в РФ? Нет, вы ее просто никуда не говорите про вашу полученную зарплату в РФ и нигде ничего не будете платить. Налоги будете платить так. Вы в банк попали, вам какие-то деньги за что-то. Ну, к примеру, вы делаете ремонт компьютеров. К примеру, вам на банк за вашу работу прислали деньги. Вот я только что компьютер относил. К примеру, мне перед этим прислали, так сказать, картинку, что мне на банк послали деньги за эту работу. Сейчас я стрим закончу, сяду в налоговую инспекцию, выпишу счет. Это делается по интернету. Сейчас уже нет таких бумажек, которые там писать. Может, где-то есть на каких-то задворках, где нет интернета, но в основном это все по интернету. То есть в приложение зайду и напишу: такому-то человеку я отремонтировал компьютер, получил столько-то денег. Все. Ни к чему это не обязывает. Просто раз в полгода налоговая с этих счетов посчитает, какая у меня получилась прибыль годовая. Смешно, конечно, звучит, но в принципе, да, считает раз в полгода прибыль годовую. То есть считается, прошлый раз было в январе, потом будет там когда в июле. И вот так за два расчета годовая прибыль. От этой годовой прибыли будет высчитан налог, который я вообще буду платить. Соответственно, все эти счета тыки-тыки-тыки-тыки в налоговой, там они зарегистрированы, и оно говорит: по нашим данным, когда ты делаешь перерасчет, она пишет: по нашим данным вы получили столько-то денег, вы согласны или нет? Ты пишешь: да, я, согласен. Соответственно, оно: ну, значит, со следующего месяца будете платить вот такой-то налог за вашу предпринимательскую деятельность. Вот в этом заключается это. Ну налоги ты платишь каждый месяц? Нет, я кажу, после перерасчета скажу, что со следующего месяца вы будете платить столько-то, больше или меньше, зависит от того, сколько она насчитает. Но налоги платишь каждый месяц? Да, налоги платим каждый месяц до 21 числа. Я вообще плачу в начале месяца, все равно платить надо, какая разница еще тащиться до 21 числа ждать. Заплатил, да и заплатил. Так что вот такое вот дела. А если вы там что-то где-то получили, или там вам бабушка подарила, или дедушка подарил, если вы сами возьмете вперед паровоза, побегите в налоговую и начнете, об этом кричать, ну тогда будете выписывать из счета. А если не побежите, ну то никто за вами бегать сзади тоже не будет с палкой. Но если в страну деньги не зайдут? Ну да, а если зайдут бог на кудой, ну так смотрите, у нас часто меняются всякие законы, смотрите потом, как у нас называется бланкео де динеро, то есть это отбелите их. Так, ладно, разберетесь одним словом, то есть не супер страшно. Тик-тик-тик. Вы давно проживаете в этой квартире? Да, давненько уже в этой квартире. Она небольшая, но нам она нравится из-за района. Очень такой хороший райончик. Мы к нему так привыкли, как говорят, к соседям. Уже тебе за 100 метров все соседи тебя знают, здороваются. Привет, привет, все магазинчики тебя знают. То есть да, мы давно в этом районе, мы, как говорят, старожилы. Так. Так, Art-Studio. Ну, мы где-то, да, где-то вот с 14-го года, даже с 13-го года, наверное, первый. Говорит, что точно не спорю, точно годы не помню, но, возможно, ошибаюсь в годах. Возможно. Я точно знаю, когда там, как говорят, это... Ну, можно посмотреть, когда вышел первый Да, ролик. мы потом посмотрим, когда... Вот я сейчас, чтобы человеку было приятно, и нам... Я сейчас скажу, когда на этом канале появилась тот самый... Кстати, первый ты вытер про крышу. Первый, да, я вытер первый про крышу, так что Ну, это понятно. был май месяц, а год точно остался. Так что сейчас мы скажем, в каком году мы начали вести этот канал, когда тут пошли. Да. Вот смотрите, первый ролик у меня тут на канале стоит 25 марта 2013 года. Вот, значит, мы в марте 2013 года начали. Слушай, так вот у нас годовщина. Сегодня? Ну, прямо не сегодня, может быть, но первый ролик я вытер, значит, вполне возможно, что даже где-то и сегодня годовщина. А еще у нас 11 числа была годовщина, как мы приехали в Аргентину. Это получается уже 28 лет, по-моему.
28 лет мы в Аргентине, и вот с 13 года снимаем видео, это уже получается сколько? В общем, до черта, если с 13 года. Да, черта. 9, если сейчас 24 год. Ну да, 9 лет. Круто! 9 лет я тут сижу, отвечаю на ваши вопросы, а вы лайки не все поставили. Вот так вот. Зато тебе сегодня пришли. Да, сегодня вообще сыпят Да, просто, да, блин, да, тут сыпят деньгами, просто сорят Спасибо. люди. Конечно, спасибо, огромнейшее спасибо. Деньгами никто не сорит. Да я шучу, конечно, никто не сорит деньгами, но то, что людям нравится и они готовы отблагодарить, это, конечно, знак хороший. Так, теперь я снова запутался. Ну ничего, я такой шустрый, что я сейчас найду, где тут. Кто-то ест тушенку, тики-тики-тики. Вот, большое вам спасибо за вашу деятельность, за много полезную для людей информацию. Пожалуйста, хотелось спросить, можно ли жить, не оформляя гражданство, без вида на жительство, не депортируют? И смотрите, как правило, депортируют за что-то. То есть не за то, что вы живете без вида на жительство или без гражданства, а если вы попались на чем-то, что вы тут что-то творите, украли, еще какую-то фиговину придумали, какие-то, в общем, не за то, что там не продлили, за это могут выписать штраф, за это могут сказать, что выезжаете отсюда, то есть не то, что там поймали, сразу в тюрьму тянут, нет. Многие люди все равно найдут лазейку, как остаться, те, кто хотят здесь жить, те найдут лазейку, это 100% найдут. Не так, так по-другому, как говорят, не у двери, так через окно, так через форточку, но они лазейку найдут. Как оформиться, чтобы их никуда не депортировали. Именно депортация, я слышал, когда-то была из соседних стран депортировали людей, их Вот собирали, отлавливали. В этом году депортировали, но там тоже, по-моему, за какие-то нарушения, за какие-то преступления. То есть это не просто за то, что он был без документов, жил. Не за то. Но без документа очень сложно здесь жить. Да. Ну, то, что сложно жить, да, то есть вы там что-то снять, что-то открыть, какой-то бизнес вести, какие-то банковские счета, зарегистрироваться в Mercado Libre, в Mercado Pago, то есть вот на рынках, на каких-то электронных зарегистрироваться, это все нужны документы. Квартиру снять. Продаются ли у вас китайские автомобили, скажем, Гилли? Нет. Не, я не видел. То есть китайские автомобили я видел несколько штук в городе, но так, чтобы продавались тут китайщина, нет. Как правило, нет, не продается, чтобы массово продавалось китайские автомобили. Так, вы в счете указываете, что именно вы сделали или что продали такой товар или услугу. Нет, смотрите, объясню на эту тему. Предпринимательство, у меня оформлено предпринимательство. Ты в нем можешь вести 3 разных категории одновременно, 3 разных категории. Ты, если тебе что-то какая-то категория не идет, ты в любой момент можешь ее поменять на другую. Больше, чем 3 вида деятельности одновременно ты вести не можешь, но 3 можешь. К примеру, у меня оформлен компьютерный сервис, это один вид деятельности. У меня оформлен продажа спортивных товаров, это другой вид деятельности. И у меня оформлен YouTube как 3-й вид деятельности, по которому я тоже выписываю счета в налоговую инспекцию об даче услуг. Именно это счет Е называется, это выписывается за границу, о том, что я даю услуги YouTube. Это называется так, рекламные услуги YouTube. И то, что я получаю с YouTube, оно, как говорят, тоже мы все это фиксируем в налоговой инспекции. Некоторые этого не делают, мы делаем. Вот. То, что я продаю в интернет-магазине, я отражаю как продажа. И если я ремонтирую компьютера, я отражаю как компьютерные услуги, потому что ты в налоговой пишешь, это продажа, или это услуга, или это продажа и услуга. К примеру, ты поменял жесткий диск, это и продажа, и услуга. То есть ты купил жесткий диск, ты перепродал жесткий диск, плюс ты сделал услугу, ты его там установил программой.
Поняли, да? Так что все зависит от этого. Все зависит от того, что вы делаете. Если, к примеру, ты потом решил, не буду я компьютерами заниматься, буду я продавать собачек. Значит, я закрою деятельность налоговой инспекции, о том, одну из категорий деятельности, которая называется компьютерные услуги, а открою продажу собачек. Поняли, да? А вопрос как был поставлен? А так именно и был поставлен, что вы даете как услугу или как товар, вот компьютерные дела. Я ей объяснил, что это вот именно так. Можно продать как услугу, можно как товар и услугу написать, если ты там что-то менял. Если просто, вот допустим, я сейчас менял блок питания. Это будет как продажа товара, потому что я купил блок питания, я установил блок питания. Можно сказать, что так, блок питания стоит столько-то, плюс услуга его установки. Можно оформить это как и услугу, и продажу, и написать в одном счете. То есть взять цену за услугу и взять цену за продажу товара. Вот так. Так, отмечаете ли вы советские праздники, к примеру, 23 февраля, 8 марта, дарите люду подарки? Раньше, да, я отмечал. Сейчас мы отмечаем только, я отмечаю 8 марта. И да, я стараюсь поздравить свою супругу. И 8 своих... марта это не советский, а международный. Да, это международный женский день. Нигде в 8 марта не написано советский. Здесь тоже 8 марта женский день. Да, это международный женский день. Никакое 23 февраля я больше не отмечаю, оно себя опозорило. Так что не хочу не вспоминать про это. Больше меня этим вопросом не колыбайте. Про советские праздники и про советскую дружбу народов. Так. Сколько будет стоить пригнать там что-то это? Не знаю, я не гоню. Так. Теперь думаю, заработаю пенсию, перееду на старости в Буэнос-Айрес. Приезжайте. Какой НДС на продукты? В принципе, НДС по-любому у нас 21%. Служил ли я в армии? Обязательно. Так. Алекс пишет, что тоже почти нас с самого начала смотрит. Спасибочки. Спасибо. Это хорошо. Так, Михайло пишет, здравствуйте, давно не забегал на ваши стримы, зато Телеграм и Инстаграм отслеживаю. Спасибочки, спасибочки. Я даже думаю, как попал в ваш канал и остался здесь у вас. 10 лет, вы на канале, браво. О, 11 лет сказали. 11? Не 9? Ну, получается, если мы уже 24-й год. Да. А мы же в 13-м начинали. А, точно, 11. Ух ты, как мы считать научились. Блин, мы считаем чисто по-аргентински. У нас 9. Так, в честь этого мы засветим другой свет, блин, в честь годовщины 11 лет, траки-пуки. Какой свет выберем? Фиолетовый люблю. Фиолетовый. Это вот такой? Да. О, вот такой. Будем светиться фиолетовым. Только поменьше чуть-чуть. Только поменьше чуть-чуть. Так, чуть-чуть так, чтобы чуть-чуть поменьше. Вот так. Ну, еще чуть-чуть поменьше, чтобы это было не самое, а то буду смотреть только на фиолетовую стенку, а не на меня. Вот так. Видели, да, мой умный свет? Вот такой умный свет. Такс. Привет, Северный Урал. Так, 28 лет, это серьезно. Вы себя ощущаете аргентинцами или нет? Где вы себя чувствуете дома? Именно ощущаем аргентинцами и именно чувствуем себя дома здесь. Во всяком случае, я себя чувствую здесь дома. Я себя чувствую здесь, как вам сказать, свободно. Вот свободно. И когда я еду в провинцию, когда я еду куда-то там в другую, даже если я там никогда не был, меня это не тревожит совершенно, я не боюсь о том, что, ой, что ж там будет, там, наверное, не такие живут, там, наверное, какие-то, блин, дикие люди. Нет, это все прикольно, это все хорошо и нормально, спокойно. А когда возвращаешься в Буэнос-Айрес, это вообще как вау, домой. Особенно если давно побыл где-то, да, там типа недельку там или 10 дней побыл где-то, едешь в Буэнос-Айрес, вау, наконец-то, блин, въезжаешь, уже смотришь, недалеко уже осталось от Буэнос-Айреса, думаешь, вот, наконец-то город наш начинается. Ну, то есть человек привыкает, такая это, что, знаешь, за столько лет привыкаешь, конечно. Вот.
Так, эфир стрима сохраните? Ну, конечно. Ну, такого, сейчас он обработается, а я не вытираю практически никогда, кроме 2 или 3 случаев. Один раз я случайно вытер, один раз надоело эти эфиры, говорю, не, буду только про рыбалку. А потом все равно ж про рыбалку на том канале, на другом, на испанском языке. Вот, а один раз случайно там ошибся, он еще не обработался. Был, так что он как идет сейчас, так он и останется. Единственное, что YouTube его немножко в конце обработает, после того, как он закончится, чтобы было в нормальном качестве. И там он и останется стоять. Так что сможете еще раз почитать, зайти на меня посмотреть, поставить лайки, написать там комментарии. На меня. Да, да, кто Свету Я давно сегодня не видел. участвовала, тебя Да ты вообще спасала. молодец. Надо тебя почаще Нет, потом сюда. мне люди пишут, что я все время перебиваю, и я неправильный человек. Вот, Но мне а всё так равно, ты села что прямо и ответила в глаза Мне все людям. равно, что люди пишут. Ой. Так что это так. Да, сохраним. Во, я на канале с того времени, когда доллар был 9 песо. Ох, еще было времена, да? 9 песо, блин. Да ты че, я вообще офигею. Да, когда-то было и такое, это Был правда. 1 к 1. Да, мы когда приехали, тут доллар был 1 к 1, 1 песо, 1 доллар. Ходило, вот еще как. А сейчас 1 к 1000. Да. Можно ли купить земельный участок и самому построить дом? Конечно, можно, конечно. Вы актер? Да, еще какой, блин. Вы, наверное, богатый, да миллионер, блин. Делать просто нефиг, вот тусуюсь тут. Не хочу просто на своем круизном лайнере кататься, надоело. Решил постримить трохи. Так, вы ходите на футбол? Не хожу на футбол, не нравится мне. Так, если в Аргентине сетевой газ, то есть газопроводу от добычи до потребителя или газ только в баллонах, то есть можно здесь найти работу сотруднику Газпрома. Сотрудник Газпрома должен в Газпроме работать, блин, у нас своих сотрудников хватает. Так, конечно, можно. Сетевой газ есть, он в Аргентине добывается и еще экспортируется в соседние страны. И Так, да, кстати, хорошая весь зарплата. город, весь там хорошие зарплаты, весь город у нас газифицированный, и другие города тоже, в баллонах, как правило, в пригороде. Есть поселки, куда, да, не заходит еще газ именно по трубам, там, да, в баллонах. А так в квартирах, в домах, в городах везде сетевой газ. Так что как раз в этом можно. Сейчас, кстати, многие дома строят только свет. Мгм. Электрические плиты, все электрика. Ну, я знаю, вот здесь в Буэнос-Айресе. Так, грубо говоря, если я получаю деньги на счет в аргентинском банке, скриптичес, я могу в налоговой сказать, что оказала кому-то услугу. Я же за каждое поступление должна буду отчитываться в налоговую. Ну, смотрите, не до такой степени. В принципе, да. Если брать по закону, то да, за такое поступление вы должны отчитываться в налоговую, потому что это как бы поступает на ваш счет деньги. Конечно, не обязательно кричать на всю Ивановскую, что это П2П. Можно оформить это, как кому-то оказали услугу, да. В таком духе, да. Но если, конечно, тут бесконечно будут вам поступать деньги ниоткуда, Смотря какие то суммы, могут да. вычислить. Я же говорю, если такие уж частые, то могут вычислить. Если это редкие случаи, то да. Можно, как бы сделать, что вы кому-то оказали услугу, вам за эту услугу кто-то заплатил деньги. Вот. Если вы превратитесь в виртуальный банк, который будет как обменник работать, и эти суммы будут поступать постоянно, и большими суммами проворачиваться в Смотри, месяц, сейчас- то вряд ли вам Да, сейчас я не знаю, как банки, но на Меркадо Либре сказали, если у вас на Меркадо Либре поступает больше 400 тысяч песо в месяц, а вы будут... нигде не работаете, нигде не Да, светитесь, то вас они заложат в налоговую 400 инспекцию тысяч сами. песо это сколько там? Это 400 долларов, грубо выражаясь. уже будут закладывать в налоговую. Так они сами вас заложат в налоговую. Вам закроют все и попросят ваши... Как там Вам это? остановят, заблокируют счет и попросят подтвердить финансовые документы о том, откуда эти деньги взяты. Это да. Если вы предприниматель, вы просто сможете показать, что вы предприниматель, и у вас эти деньги поступают с вашей предпринимательской деятельности. Если вы не оформлены, безработный, и вам бесконечно поступают такие суммы, то, конечно, вас обязательно прикроют. Пока вы не докажете, откуда они взялись. Особенно, когда вы уже аргентинское гражданство имеете. Да,
Это еще Потому круче. что когда Но гражданство без нет, я не аргентинского знаю. гражданства они не могут на Меркадо Пао все равно ничего купить. Постоянки нет? С Нет, с каким-то... постоянкой, да. А, А без документов аргентинских нет. Но с постоянкой их тоже в налоговую загружают. ну да. Так что по-любому. Так. Спасибо нам, пожалуйста. Подскажите температуру среднюю зимой в Аргентине. Смотрите, по всей Аргентине, ну, возьмем так по районам, по таким грубым районам. В Буэнос-Айресе средняя температура зимой плюс 5-10 градусов. Днем я имею в виду, не ночью. Это средняя, потому что может быть 15. и за заработком. Да, может и до 15 доходить. На другом краю Аргентины, которая северная часть, которая ближе к Бразилии, там средняя температура может быть 25 градусов зимой. И имеем южную сторону, там где бегают пингвины, там где киты плавают, там средняя температура у вас может быть и минус 10 зимой. Своими. Вот Да. я же об этом и говорю, там где южные районы, у нас Нет. это наоборот все. То есть у нас юг это холодно и север это тепло. Вот вам средние температуры. Буэнос-Айрес 10-15. Ну вот. Редко бывает 0, совсем редко бывает. Мгм. Практически и не бывает. В пригороде бывает, а в Буэнос-Айресе именно в городе тут еще теплотрассы, автобусы, машины тут практически до нуля никогда и не видели. Развит ли в Аргентине субсерфинг? Да, развит, но не то, что прямо все там аргентинцы, но очень многие этим занимаются. Вот. Так, во сколько лет в Аргентине выходят на пенсию, платят ли здесь пенсионные? Думаю, что мужчины где-то в 65, наверное, где, да? И женщины где-то в 60. Ну, смотря какая профессия. Да, где-то приблизительно там. Учителя раньше. У них вредная профессия. Мгм, у них еще те детки там попадаются. Стаж надо иметь 30 лет для того, чтобы получить пенсию. Если вы монотрибутист, просто платите налоги, минимальная пенсия вас ждет. Это в данный момент сколько там? Не знаю, понятия не имею, сколько Ну, там сейчас минимальная пенсия минимальная надо пенсия. посчитать, я сейчас скажу. Да, Света почитает, скажет. Если у вас не хватает 30 30, лет стаж. если у вас не хватает 30 лет, но вы уже давно здесь живете, но мало ли не работали вы официально, вы можете войти в программу, которая такая, есть программа, где вы будете то, что вы не доплатили когда-то, можете сейчас каждый месяц по чуть-чуть выплачивать, чтобы дойти до того Но пенсионного. это кто Ну, там имеет есть определенные- гражданство, кто прожил более 20 Правильно, я лет. же скажу, если вы Да. долго живете на стаже, у вас не хватает, то можете его доплатить прямо сейчас. Ставьте лайки, обормоты. Аркадий, блин, ну я с тобой полностью согласен. Ну вот эти обормоты, ну не ставят лайки. Ну ты прикинь. 134 тысячи, 134 доллара. 134 доллара. А Маленькая. было недавно еще 600 долларов. Да, в 3 года начале, назад. когда мы это самое... 3 года назад было 600 долларов пенсия. А 4. теперь 134. Круто, блин, ну вообще, просто мы развиваемся все выше и выше. Летим прямо, взлетаем, как ракета в космос. Так. Обормоты. Ставьте лайки, а? Ты алкаш? Не, я не твой друг. Не переживай. Вот. Так, насчет 400 долларов идет налоговый, так как американцам нельзя зарегистрироваться без ДНИ, а почему вы не торгуете на маркетплейсах? Не знаю, почему мы не торгуем там, потому что мне не нравится, вот скажу честно. Ну, тупо не нравится. Я и на Mercado Libre не торгую. У меня свои страницы, одна по сервису, одна или две по сервису компьютерному, одна это продажа, магазин свой. Мне нравятся мои правила, в моем магазине мои правила. На других всяких площадках там ихние правила. Не так фотку поставил, не так описание написал, не так то, не так все. Ну не люблю я это, ничего хотите, чтобы я сказал. Так и есть. Мне нравится, чтобы на моем было так, как мне нравится. На Mercado Libre налоги сейчас сумасшедшие. Да, плюс налоги с каждой продажи, потом там что-то, блин,
Если ты будешь столько им платить, то они тебя в первых рядах поставят. Если не столько, платишь меньше, они тебя там в задворки где-то засунут, там твои товары не будут никому светиться. Одним словом, они есть, эти маркетплейсы. Вы можете бесплатный интернет-магазин открыть на том же самом Mercado Libre, то есть как оно бесплатный. Вы туда свое можете подвязать имя там и все. Будете им платить с продажи, там, с движухи, с продаж, там процент будете платить, но так типа за содержание платить не будете. Там уже подключены будут вам доставка, там уже будут подключены формы оплаты, то есть в этом выгода есть. Кто не хочет заморачиваться, прямо туда и все, и вперед, и погнали. Вот. И другие площадки существуют, где можете за маленькую цену, там, сейчас скажу, кстати, бо я, кстати, тут одному из наших обещал подсказать, да забыл, как он же, блин, текст я не вычеркнул, где-то в закладках стояло. Сейчас. Куда там можно открывать свои магазины. Ну-ка, может, тут у этого товарища моего тут внизу, может, не светится, на каком он тут сайте их держит. Так. О, Tienda Nube. Вот, тоже в ней, там небольшие, там месяц бесплатно можете попробовать, а потом будете, ну, платить им с продаж. Ну, все равно. Как вам сказать, на любом маркетплейсе, на любой торговой площадке, пусть она супер-пупер крутая, пусть у нее супер-пупер много клиентов, там их не правило. Вы там, никто из вас никак. В любой момент, когда им захочется, они вас заблокируют, в любой момент, когда вы что-то заспорите, они вас оттуда выкинут, и в любой момент, в общем, эта площадка не ваша. Я предпочитаю свой сервер, который я как бы беру в аренду уже много лет. У меня там не только мои страницы, а и другие страницы стоят, и почты, и все остальное. Я предпочитаю свои площадки торговые и сам садиться и их рекламировать. Это, кстати, очень полезная штука. Садишься, включаешь. Вот на сегодня было запланировано, но, наверное, уже сегодня не буду, мне вас хватит, блин. Так что уже сегодня... Посмотрим. Да, посмотрим, но я не хочу сегодня уже. Уже надо настроиться на это. Я думал, сейчас после этого еще подключу несколько телефонов и сразу на 3 на испанском языке, допустим, на TikTok, на Instagram и на YouTube на испанском языке. Тут вот разложить свои товары и вперед погнал. Вот это дает результат. Все остальное, это все круто, маркетплейсы, фигейсы, это все круто. Но смотри, самое плохое это то, что раньше на Mercado Libre лет 5-7 назад были очень маленькие, ну, проценты они брали. Сейчас они стали брать очень много, деньги задерживают, выплаты задерживают, надо ждать, да, тебе заплатили. Ты должен ждать 2 недели, пока ты эти деньги возьмешь. Деньгами этими, а если хочешь пользоваться раньше, то за это платить. Тогда еще заберут. Там за каждую штуку надо платить, и оно получается. Так что это все круто, но что-то мне кажется, что... Надо иметь какой-то хороший товар, которого больше... Конкурировать с другими. Конкурентоспособный какой-то. Ну, не так просто, короче. Поставил и все, и ты уже продаешь. Аркадий, напиши еще раз обормотом, чтобы ставили лайки. То что-то эти обормоты лайки не ставят. Так. Ну, так Аркадий их обзывает, не я ж. Ты поддерживаешь. Я не поддерживаю, я намекаю. Бормоты и бормотихи. Ну, что там экономика? О, блин. Это самый распространенный вопрос, да, который... Да. Сейчас я вам отвечу. Подождите. Можно я одну секунду, дайте мне, я сейчас вам отвечу. У меня уже этот вопрос настолько что я уже даже сейчас как... Сейчас. Сейчас мы дружелюбно вам ответим на этот вопрос. Одну секундочку, подождите, пожалуйста. Сейчас идет. О! Уже пошло. Все, ответ готов. Звучить, як ви піклуєтесь про економічну ситуацію. Зазвичай стан економіки залежить від багатьох факторів, таких як політична стабільність, виробництво, ринки, зовнішньоекономічні зв'язки та багато інших чинників. Якщо ви маєте на увазі певну країну або регіон, то, можливо, я зможу надати більш конкретну інформацію про їхню економіку. Як вам ответ? Я теперь, блин, наученный на такие вопросы прикольные. Я, блин, прикольно отвечаю.
Надо пользоваться интеллигенцией артифициаль. Так, аргентинцы очень любят собак. Если у вас домашние животные нет, у нас нет, потому что у меня нет времени бегать за ними в мешочек какашки собирать. Место. Но аргентинцы очень любят домашних животных, очень. И котов, и собаки, вот у них и по 2, и по 3 собачки, и породистые, и непородистые разные. Они вот просто это их, ну вот домашние питомцы, это их семья. Буэнос-Айрес, по-моему, город с самым большим количеством собак, Всяких собак. на душу населения. Вы В пройдите мире. по Буэнос-Айресу сейчас и посмотрите, где стоит кафешка, где стоят столики. Обязательно около кафешки, около столиков будет стоять мисочка с водичкой, чтобы собаки, когда проходят, чтобы они попили, чтобы вот даже любая кафешка выставит вам мисочку. Это правило хорошего тона для того, чтобы собачка, когда проходит и жарко в Буэнос-Айресе, они могли попить. Ну, не везде стоят. Ну, вон в нашем везде. Вот летом, когда жарко, они все выставляют. Так, для производства алкоголя в Аргентине нужна лицензия или дело и продавать только налоги платить? Дело в том, что я не знаю, кому вы, блин, собрались тут алкоголь продавать. Тут, блин, не алкоголики живут в Аргентине. В Аргентине любят вино, но у нас пол Аргентины выпускает аргентинское классное вино наподобие там Мендоса и все остальное, и Рио-Негро, все там винзаводы на весь мир этих вина. И пиво, и у нас этого пивзаводов крутых тоже куча. А всякую бодягу, там типа, блин, там водка и все, тут никто ее не пьет. Мы покупаем спирт для того, чтобы стол мыть. Да и не все. стол, просто. Да Ничего не стол пьют. или еще что-нибудь. Пьют просто, что в Я коктейлях. вижу. Но просто неизвестного производителя никто не Никто покупает. не купит, так что это не бизнес вообще, никому он нафиг И не нужен разрешения, будет. конечно же, я уверена, на любую продукцию товары нужны. Конечно. Именно более на, какие-то ну, продукты, где да. еда там и все остальное, это нужно. Но тут не продается. Пойдите в супермаркет, посмотрите из алкоголя такого крутого алкоголя, типа виски, водка, вот это все. Там будет, 5 наименований, больше нет. Но мы же не знаем, человек, что согласен выпускать. Ну, ни пиво, ни вино. Тут этого хватает, оно не пойдет. Он не сможет конкурировать с пивзаводом Кирнес У вас или... скорее камбуча пойдет. Да, или с какими-то этими. Так что нет. Делайте камбучу и продавайте в диетических магазинах. Так, при производстве пищевой продукции в Аргентине есть ли госслужбы, контролирующие качество продукции, соответствующие ГОСТам? Да, есть. И нельзя просто так каждому тут брать и выпускать пищевую продукцию. То есть некоторые таким занимаются даже из приехавших, но дело в том, что это до первого залета. Так. Так, тут якийсь дурачок на свинячому не розуміє, він уходить в бан. Хай іде учить язик. Вот. Коли будеш понимать, я тебя разблокирую. Теперь, какова вероятность строиться по профессии в Аргентине? Уже имеется так, конченые средние специальные в области ремонта обслуживания автомобилей. Я думаю, большая вероятность устроиться здесь по обслуживанию автомобилей. Во всяком случае, тут вот ремонтных, Устроить ли вас зарплата? да, ремонтных мастерских валом. Другой В вопрос. том числе я видел и украинцы держат свои ремонтные мастерские, там где куча разных. И видел русские держат свои ремонтные мастерские, куча там работает. И просто видел, аргентинцы, в общем, не знаю, вот что ремонтных мастерских и всего такого, это просто валом. Но люди жалуются на зарплату. А это уже другой вопрос, за сколько денег там. Вам это самое. будет хватать только на прожитие. Пока вы не откроете свой бизнес и не будете работать Сейчас, сами на себя. Денис, спросим у Светы. Сколько денег нужно на питание семьи из 2 человек по минимуму в Буэнос-Айресе? Свет, сколько денег? На питание, если не брать кафешки, не питаться в кафешках, только готовить самому, покупать самые дешевые продукты. Можно в супермаркетах, можно на всяких базаре, на всякие ездить, там эти каких-то меркадо. Ну, смотрите. Ну, сколько? Долларов 400 надо точно, если не 500. Я думаю, 400 влезете. Но если вкусно кушать, то 500. Вот. Так, una я prazo так desde себе. Argentina, спасибо.
Можно, конечно, и на 300, если брать только вермишель одну, знаете, и там, я не знаю, ехать на базаре, покупать не килограмм, там, например, помидоров, да, ехать ящик купить сразу, заморозить все это дело. Если поехать на рыбалку, на какую-нибудь крутую, сразу наловить 30-40 килограмм рыбы, бросить все это в фризер. Если купить там где-нибудь по оптовым Если ценам охотник, чего-нибудь, то же самое. то Тут и можно дешевле. хорошо охотиться. Но если вы просто ходите в супермаркет, покупаете продукты, из них готовите, то на 2 человек, ну, от 300 до 500, я не знаю, как вы едите. Мгм. Где-то так. 500 хватит точно. Мой муж спирс использует для розжига Парижа. Вино мы любим. Тут в Мендосе 15 тысяч литров, и нас случайно разлили. Говорят, печалька. Да. Ну да, это правда. И я то же самое, я считаю, что здесь вот самое нормальное, это вино к ужину, как говорят, и пиво в жару, это самые такие ходовые напитки. Все остальное может в каких-то барах какой-то коктейль, но остальное такое, как когда-то, не знаю, как сейчас, не буду говорить, может сейчас все поменялось, но как Фернет когда-то еще там, любят очень сильно. да, ну в Кордове, допустим, Фернет, Кордове это везде с любят Кока-Колой, там, так они, это не такой спиртной напиток, это размешивают с Кока-Колой, накидывают туда леду, и тогда это совсем уже Ну, получается хороший бальзам, травочка бальзам такой. А так, чтобы просто там какую-то водку, какой-то самогон, какой-то спирт там мешать с чем-то, этим говном никто не занимается, точно уж скажу. Я, во всяком случае, об таком даже не слышал. Не, ну видел, тут и Но некоторые на столе у приехали. аргентинцев Да, бутылки водки вы не найдете. это правда. Может только если там что-то мыть в машине, там помыть что-нибудь там еще что-нибудь. Не, на коктейли берут. Ну, на коктейле, да. А я же Новый говорю, год. спирт, он, видишь, для розжига, ну, правильно, для розжига, для дискотеку, мытья столов, там для розжига Парижа, блин, налить туда, да, и подпалить, чтобы вместо бензинчика. Так и есть. Давайте не будем на таком приятном канале сырбор устраивать на национальной языковой почве. Muchas gracias за понимание. Вот, это правильно, Михаил. Так, полностью с тобой согласен. Не для того мы тут собирались, чтобы, блин, это самое... Юлить. Так. Давайте обсуждать что-нибудь нормальное. Мы-то тоже себе можем все. Да. Сейчас тут меня спрашивают даже на английском, сколько мне лет и все такое. Ну, обойдемся. Не буду рекламировать свой возраст. Так, ну что-то крепкое, может, Патагонии пойдет? Нет, не пойдет. Патагонии тоже нормальные люди живут. Так, Azul, no entiendo un carajo. Saludo desde Argentina. Azul, no entiendes por qué estamos hablando por ruso. Estamos hablando sobre vida en Argentina. Si quieres entender algo, suscríbete al canal Videos de León. Ahí estamos hablando por castellano. Так. Fernet, así sí entendí. Azul entendió solo palabra Fernet. Gracias, igual, por apoyo. Ай. Правда, что мясные продукты в Аргентине одни из лучших в мире. Вообще продукты белиссимо. Ну, бониссимо у нас скажут. Белиссимо, я думаю, это у этих самых, у итальянцев скажут. А этот самый, да, правда, у нас самые лучшие продукты. Единственное, что цена у нас тоже самая крутая теперь. Вот, это тоже как бы. Так, Света и Леня, так Клава нам пишет. Космическое спасибо вам за ваш отличный канал. В 2012 году моя дочь уехала учиться из России в замечательный свободный университет Буэнос-Айреса. В 2013 я с вами, ребята, обнимаю. Спасибо огромное за хорошие слова. Спасибо. Видишь, как хорошо. Да. Правда ли, что нельзя завозить с рыбы в Бразилию? Тут подешевле намного. Она скоро летим в Буэнос-Айрес, не знаем, что брать. Ну, рыбу-то точно не знаю, нафига вам тут рыба, блин, в Не пропустят на Буэнос-Айресе. таможне никакую рыбу. Да. Вас её Я когда-то провез, но это упаковки в этой кусочек провез там на
Вакуумной упаковки. в вакуумной провозят. упаковке. А так, так и наша, Вообще здесь никто запрещено рыбу не провозить ест. продукты. Пойдете в Буэнос-Айрес, в китайский район, купите себе океанской рыбы. Зачем вам еще перед сумку забегать на рыбу, на всякую? Не, ну если кто-то хочет копченую какую-нибудь, селедочку Да. вкусненькую. Селедочку сами засолите. Возьмете у нас Если кабажу, найдут, то заберут. скумбрию и засолите по нашему рецепту на моем канале. Будет у вас селедочка, пальчики оближешь, еще вкуснее, чем та, что там продается. Ко всему можно пристроиться, все можно решить. Это не проблемы, как говорили эти, знаешь, если спасибо Богу, что взял деньгами. Так и тут. Все это решается. Сюда надо вести только деньги. Мгм. Далее. Да. О, сейчас это тебя. Как там с индустрией красоты? Любят ли аргентинцы ухаживать за своими волосами? Что там с той стрижкой и окрашивание волос в среднем? Заранее благодарен. Стрижка, смотря как, смотря у кого. Я стригусь за 6 тысяч. Я знаю, есть стрижки за 60 тысяч. Есть стрижка с окрашиванием волос, девочки в шоке, за 80 тысяч. Есть кто у кого стрижется, кто как найдет. Хорошие парикмахерские сейчас дорого, стрижка и все. Но люди, да, ухаживают за собой. Конечно. Просто, что многие, конечно, сейчас красятся дома. Я, к примеру, дома крашусь, я не хожу в парикмахерскую краситься. Я только стригусь. Вот. А так, люди здесь, я вам скажу, меня слышно? Да, думаю, что слышно. Люди здесь потратят скорее деньги на спортзал, если у них есть уже, ну, как сказать, если они слишком богатые, у них и на спортзал, и на маникюр, и на педикюр, и на массаж, и на пятое, на десятое, конечно, пользуются спросом. Но люди здесь не пойдут, я так понимаю, делать педикюр, если у нее не хватит на спортзал. Сначала спортзал, потом педикюр. Да, массаж, спортзал, какие-нибудь кинесиология, ну вот эти вот все вещи. В общем, так, конечно, прежде пользуются. здоровье, потом красота. В основном так, но Ну, есть в люди основном, я разные, говорю. есть люди разные. Есть люди, конечно, с ногтями хорошенькими такими, красивенькими, но никак они не здоровы. Но Аргентина, прежде всего, это спорт и здоровье, а потом уже красота. Хотя индустрия красоты до подорожания у нас была слишком развита, к нам ехали очень многие люди на всякие пластические операции, они у нас стоили недорого, не знаю сейчас сколько будет стоить, но стоили Ну да. недорого. Пластика, то есть развита между аргентинками, пластические операции, все это развито, да, но стоит немалых денег, вот так вот. Но я вам скажу так, если у меня будут лишние деньги, вернее, если у меня, к примеру, если не я заплачу за спортзал, я заплачу за какую-нибудь кинесиологию, но я не пойду на педикюр. Я между педикюром и спортзалом выбираю спортзал. Лучше поездка на море. А людей таких, у которых на все Позагорать хватает, таких людей мало. Или поездка за грибами. Но люди за собой ухаживают, парикмахерских много. Если вы специалист в этом деле, то работа у вас будет. Особенно если вы будете в соцсетях, от клиентов отбоя не будет. Вот так. И будете ставить нормальную цену. Так, Татарстан на связи. Татарстан, Я привет объяснила вам. всё или нет? Да, правильно, ты все объяснила. Татарстан, приветик вам из жаркой Аргентины, Татарстану. Вот так. У нас еще сейчас очень много есть этих, ну, как-то мне начали встречаться с Казахстана тоже. Ну, пока что больше девушки как-то встречаются с Казахстана здесь. Я даже сам не знаю, что тут прям с Казахстана сюда ехать девушкам. Как бы их же в армию там не забирают. Ну, приезжают, что в последнее время часто на улицах встречаю. Так, распространены ли соленья в Аргентине? Помидоры, огурцы, тутли? Сами мы делаем это раз. Второе, то, что они делают, оно такое, что его нельзя кушать, потому что там маленькие огурчики, они, во-первых, так их пересолят, во-вторых, полностью в уксус кинут, там вообще, блин, их хавать нельзя, блин. Так что нет, не Очень распространены. дорого, банка огурцов там стоит дороже, чем 3 килограмма мяса. Да, если завезут, вот типа немецких огурцов там завозят, бывает, то они вкусненькие, конечно, хрустящие, но они стоят, блин, как золотой слиток. Аргентинцы не едят такого. Не любители. Если оливки могут, да? Угу. Потом у них есть такая еще баренхена скабельча, вот у них такая популярная штука, но вот эти столько мы ели, мы сейчас тоже не едим столько.
Мечтаю попробовать асадо, маты очень вкусные, хотя и пью иногда его как гринго, а порой как гуапо по настроению. Что, маты? Ага. Мы маты не пьем. Вот, как хорошо, что люди уделяют больше времени здоровью. Так и Да. есть, это правда. Так, подскажите, почем будет зал в Аргентине абонемент? Это можем подсказать, так как мы все, смотрите, какие, блин, мускулистые, потому что сами туда ходим. Сколько сейчас стоит? Но мы за троих сейчас платим со скидкой 110 тысяч песо, $110 за троих. В месяц. В хорошем спортзале. Есть чуть подешевле, а есть Да, мы подороже. ходим за 110 Ну, $30 тысяч. меньше вряд ли, наверное. Это за троих, почему? Потому что так скидки, типа $110 за одного троих там у нас получается. 40 или 50 тысяч, потом за второго члена семьи там чуток дешевле, а за третьего члена семьи еще чуток дешевле. Ну, потому как бы за семью получается чуть-чуть это Ну самое. да, там какие-то процентики. Да, совсем сколько-то маленькие. 5%, 7% скидка с другого, с третьего человека. Мы ходим, называется спортклуб, он распространен по всей Аргентине, то есть его филиалы есть практически в любом городе, куда ни поехал, ты с этим приложением, на телефоне приложение, заходишь в любой спортклуб в Аргентине, сканируешь и проходишь и занимаешься. То есть поехал ты в Кордову, там, поехал ты в Мар-дель-Плату, ты там тот же спортклуб, видишь название спортклуб, проходишь, приложением сканер прошел и идешь и занимаешься. Есть там... Чем хорошо, там есть куча всяких занятий, и йога, и... Ну, завтра у тебя йога, да? Ну, завтра я собираюсь, да. Есть спортклубы, где плавание есть. Да, с бассейнами. Да, ну, там очень много всяких занятий, выбирай. И всякие другие там тренинги, занятия там. Ну, в общем, и сиди там, сколько тебе влезет. Ну, мы приблизительно, раз на раз не приходится, но так где-то 3 раза в неделю стараемся ходить. 4 я хожу. Света и 4. Вот сегодня она уже сбегала в спортклуб, завтра собирается на йогу идти. Я сегодня не ходил, завтра жизнь покажет. Завтра. У тебя зуб, тебе сказали. Да, так как я себе там делаю имплант, то мне сказали в эти ближайшие дни не ходить, как бы там не нагружаться своими штангами. Ха-ха. Так что да, уделять здоровью сначала, а потом уже всему остальному. Тренер по боксу найдет себе работу? Думаешь, он С найдет? языком. Да. Без языка. Готовите ли вы окрошку, оливье, селедку под шубой или еще печете ли пирожки, так, блины, кстати, сейчас масленица. Окрошку мы не готовим. Я никогда ее не пробовала, не хочу даже, мне она не нравится. А я Даже когда-то на в вид. студенческое время пробовал, но мне что-то не зашла она окрошка, мне там угощали студенты. Оливье на еще. Новый год готовим. Да, селедку под шубой на Новый год готовим. И то не Печете каждый ли год. пирожки, блины? Вон Света сегодня что-то спекла. Не, я делала запеканка творожная. Творожную запеканку. Но пирожки я не делаю. Пельмени раз в году, вареники раз в году, раз в 1,5 года. Что там еще? Блины раз в месяц. Кстати, интересно стало, в Мар-дель-Плате купаться в океане реально, говорят, вода холодноватая. Смотрите, если вы, конечно, привыкли только в горячей воде купаться, тогда для вас нереально. Но для аргентинцев вполне реально, все купаются. И дети, и взрослые, и в Мар-дель-Плате, и под Мар-дель-Платой, и в любом другом городе на океане в Аргентине купаются. Есть холодные дни, не купаются, загорают, ходят по пляжу. Есть теплые дни, все сидят там. Если на улице 38 градусов, хочешь не хочешь, полезешь. Да, в ледяную полезешь, воду. блин, ты в океан Но купаться. она и не всё. холодная, мне не холодная вода. Если мне не холодная, я люблю купаться в горячей, то и вам будет не холодно. Да, это дело привычки. Люди, которые выросли в Аргентине, они видели этот океан с детства, Не, и не они с холодные. детства как бы привыкли в нем купаться, и по барабану. Им они не сравнивают, что там какая-то холодная вода. Купаться Они другой летом. все равно не видели воды, так что Купаться летом можно. да, мы купаемся, все купаются. Ну, прыгать по волнам, купаться можно. Не, ну понятно, ну не то, что ты там за прибойную волну заплыл, куда-то поплыл, хотя есть и такие, но Ну, не пускает. да, но в основном спасатели не пускают, чтобы так прямо уж дико. Спасатель. Угу. Леня, вам грустно, что лето пришло? Нам веселее, весна на носу нет, нифига мне не грустно, что лето прошло. У меня ну, как бы мои вылазки никогда не прекращаются, и я могу рыбу ловить и осенью, и зимой, тем более зима здесь не холодная. Да, летом трошки веселее, трошки такое настроение, знаете, более бодрое, но в то же время у меня на носу грибы.
Так что, а у вас грибов нет на носу? Так что- Слушай, весь февраль не выключать кондиционер, Да. нам надоело. Так что нет, и это раз, второе лето еще не прошло, сегодня 13 число, официально 21 числа лето только заканчивается, так что На улице и влажность, потом улица- начинается золотая осень и тепло бывает, смотря какой год, но бывает так, что и до 15 июня это будет тепло. У нас были годы, когда мы на мой день рождения, на 1 мая, ездили на океан с друзьями, и мы еще купались на 1 мая. Ну, понятно, после посиделок около 36 костра. градусов было, Лень. Да. 36 было в этот день. Ну вот, 1 мая. Так что, какое лето прошло? О чем вы говорите, если 1 мая еще на купалке ходим? Не каждый год, год на год не приходится, но бывает и такое. Так что не-не-не, ничего грустного в этом нет. Сейчас наоборот, только вот уберут парк детский и откроют вот с февраля, ой, не с февраля, тут, господи, март, апрель, с апреля месяца будем ходить чаще в парк, загорать под деревьями, рыбачить, поездка за грибами в лес на побережье. Осенью и зимой тоже на побережье можно поехать, там еще лучше рыба клюет, она нету этих купальщиков, всего ближе подходит к берегу за мехижонисами, и очень круто. Так что не. Если у тебя есть увлечение, какая разница, какая там это. Ну, может, только что в палатке не поспишь ночью около озера. А мы в палатке уже не. Да, но уже как бы этим не занимался и летом. Так что нет, мне совершенно Осень, не наоборот, грустно. хорошо. А вот уже июнь, июль, август, тут так себе. А сейчас пока до мая. О, благодарен за ваши ответы, самые оперативные. Спасибочки, пожалуйста. Не планируете искать места, где растут боровики? Скоро ведь сезон начнется. Нет, я думаю, что там, где мы собираем, там никогда не слышал о боровиках. Боровики, может, и растут, и даже я их видел в сушеном виде, но это Барелочи. Барелочи это очень далеко. А здесь скоро будет, но в основной своей массе... Здесь 400 километров, здесь. Ну, у нас это здесь. В Аргентине 400 километров, Это не это 40, как кружок, 400. как кружок оббежать вокруг хаты. Особенно с ценами на бензин Да, сейчас. да. Так что это самое. Здесь это рядовки, всякие там, типа, некоторые говорят, что это Рыжики. маслята, но это не маслята, а вот больше всего, что нам нравится, это рыжики. Вот рыжики это наши, это то, что по нам. Так что скоро по рыжикам поедем. Так, купить в Аргентине участок земли, разбить огород, завести живность и на том жить, в основном это утопия? Нет, ничего не утопия, пожалуйста, можно и так. И о чем? Как же живут люди в небольших городках, на своих огородиках и том и сём. Снег бывает, да, полно снега, только не в Буэнос-Айресе. В Буэнос-Айресе уже лет 20, как снега не было. Вот один раз был, лет 20 назад пролетал один день, 17 падал лет. и, да, падал и таял. Это было, по-моему, в 2013 году. Вот, один день. А так больше тут снега не было, и до этого еще лет 40. А начиная от Мар-дель-Платы, там есть этот, как бы, да, Сьерра де ла Вентана, вот туда, вот оттуда, где-то начиная от километров 700 с лишним от Буэнос-Айреса уже снег есть. Так что кому надо снег, лыжи в руки, 700 километров, вы уже на горках катаетесь. Не, ну на горках до Барелочи надо ехать. Ну, можно и в этом Сьерра де ла Вентана Ну, хлепнуться. там раз в году и редко. Ну, совсем. так. Барелочи. А нет, то в Барелочи там то снега хоть чем хочешь, кушай. У вас нет центрального отопления, батарей? Так, если холодно, чем отапливаетесь? У нас есть центральное отопление, в каком плане? У нас батарей нет как таковых, чтобы там вода заходила и все. Во-первых, основная масса отапливается всякими газовыми обогревателями. Вот тут за мной стоит, вот сейчас даже и покажу, ну кто там не... Вот. Вот это встроенный официально, как дом построился, газовый обогреватель масляный. То есть внизу здесь такая зажигалка есть, и краник газ включил, зажигалкой пощелкал, газ загорелся, греет масляный радиатор, и здесь выходит теплый воздух, через стенку пробит выход, и там есть труба, куда выходит газ. Вот этим всегда включаем, и, скажем так, мы его включаем где-то. Мы кондиционером в прошлом году пользовались. Да, уже 2 года мы пользуемся кондиционером. А так раза 3 в году можем включить. Дня 3 в году.
В основном кондиционер переключаем, у нас наверху висит кондиционер, сейчас вот холод, он 21 градус держит, а так включаем кондиционер на теплый воздух, и этого достаточно, и тоже не каждый день. Так что в Буэнос-Айресе меня как-то это вообще вот не гложет. Надеваемся, теплые носки, кофты, и это иначе Да, если все время Света не кондиционером свяжет пользоваться. он теплые Я носочки тебе куплю. вперед. Да. И этот самый. Так что вот так и обогреваемся. Нет, обогреватель надо иметь электрический. Можно этот купить, можно масляный. Ну, У многих попроще. Тут, Полы. в общем, тут особо именно в Буэнос-Айресе не запаривается с обогревом. Вообще не Есть у людей запаривается. пол или этот обогревается. Да. А уже в других районах там все по-разному. Каждый уже смотрит, в каком регионе он живет. Но в Буэнос-Айресе это, в принципе, никто не парится насчет вот. Если нет То самое. 0 градусов. Да. О, залетные подлетели. Молодцы. Давайте строчите. Чем больше настрочите всякой хрени, тем это самое лучше YouTube подымет. Так что давайте. Молодцы, строчите свои плакатики. А мы пока будем отвечать нормальным людям, как говорят это, на нормальные вопросы. Так. У вас сколько время? Сейчас, ровно сейчас, 16:31. Наверное, там уже им спать пора. Далее, давай выключаться. Все, ну сейчас по-быстренькому YouTube даже пробежусь. стрим не обработает. Это быстрее Обработает. отвечай на вопрос. Ты хочешь? Садись Да и быстро ответь всем. Я же села в прошлый раз. быстро Ну так, а ответила. теперь еще раз можешь повторить. Так, нам в квартиру дикий попугай не залетал. Так, теперь мы этих самых пропускаем. Так. Метро есть, например? Есть. Транспорт, метро, городский транспорт очень нормальный, хорошо все ходит. Автобусов полно, метро есть, такси есть. Так, это конвертор. Главное, чтобы было безопасно, не угореть, вентиляция должна быть хорошей. Смотрите, ну я не слышал, чтобы кто-то у нас в Буэнос-Айресе угорел от этой штуки хоть раз. И плюс она официально установлена еще когда дом строился, и вентиляция там хорошая, там все вытаскивает только Мы так. ночью никогда не спим. Да, плюс опять же мы ее подогрели, час-два, сколько там все выключили, да и все. Так, ну тут уже пока нормальные как бы закончились, налетели эти тю-тю, которые, не будем обзывать народ, помогаторы. Во, я их так скажу. Прилетели помогаторы, которые помогают делать количество этих самых вопросов. Количество записей в стриме. Вот, помогаторы прилетели. Они даже не знают, что они помогаторы. Так. Правда ли, что городской транспорт сильно подорожал? Да, подорожал и будет еще дорожать. Так что, ну, я почти им не пользуюсь, Или машиной, или пешком. Потому что, ну, мне как бы с моей работой никуда особо ездить на городском транспорте не надо. Я работаю, где хожу, там и работаю. Вон, могу взять телефон, идти стримить и по улице, это моя работа. Зачем мне городской транспорт? Ладно, ребята, всем пока, мы уже стримим долго, 2 часа 41 минуту, плюс на той стороне может уже как бы наступить этот самый вечернее время, пора баюшки. Так что всем удачи, пока, спасибо за вопросики.